Thinking about, oh, maybe there could be like procedural worlds, or we could have multiplayer modes. We could have this like open space exploration. And I started like chatting about this in one of the design meetings, and a team member walked up to the whiteboard and wrote in giant letters, "Technology is evil." Примерно такими словами можно описать не только стадию обсуждения концепции первой игры Ratchet & Clank для PlayStation 3, но и вообще весь процесс ее создания. Они отлично суммируют все предвкушение возможностей, что дает новое железо, которым очень легко поддаться и начать выстраивать баснословные амбиции. Амбиции, которые затем неизбежно разобьются о суровую реальность возможностей самой команды, которая одновременно трудилась над двумя проектами, дедлайнов, которые студия изо всех сил старалась не срывать, и процесса тотальной реконструкции всех рабочих инструментов и движка. Амбиции, которые сподвигнут Insomniac Games наобещать Sony целый мир, только чтобы затем сказать "Yeah, that's not gonna happen. Sorry." И тем самым расстроить людей, которых расстраивать нежелательно. И все это во многом серьезно повлияет на будущее серии и то, где она находится сегодня. Одной из главных киллер-фич новой игры Ratchet & Clank со свежим подзаголовком Future, который в итоге почему-то не доехал до Европы, Insomniac с самого начала видела визуал, сравнимый с полноценными полнометражными мультфильмами. Что сегодня, конечно, звучит немножко забавно, но в 2005-м, когда игра только вошла в препродакшн, а железо PS3 еще не было окончательно утверждено, хотя уже было известно, что система будет во много раз более могучая, чем PS2, было сложно не начать думать в эту сторону. И пока основной костяк студии в поте лица трудился над Resistance Fall of Man, которая должна была выйти в 2006-м, небольшая команда, которая только-только понемногу начала пополняться после релиза Ratchet Deadlocked, начала свою работу над RCF с осознанием того, что ей абсолютно все придется делать с нуля. У нее не было ни железа, ни движка, ни кода, ни ассетов, писал Джон Фиорита, операционный директор Insomniac. Команда откатилась к самому началу своего пути. Поэтому было решено задействовать проверенную тактику, представив новое видение серии, на сей раз уже в HD. Ровно так же, как и в самом начале разработки оригинальной Ratchet & Clank в 2001 году, команда начала со статичной диорамы Метрополиса, ставшего одной из самых знаменитых локаций в серии, теперь уже созданной на движке Resistance. Самой Insomniac эта диорама помогла в общих чертах понять, на что может быть похожа готовая игра. А вот когда это видео показали на GDC в 2006 году, публика осталась в восторге, к игре притянулось немало интереса, а сравнения с теми CGI-мультфильмами звучали отовсюду. Реакция была настолько мощной, что после этого сама Sony сказала Insomniac, что все последующие демонстрации игры должны, цитата, «бросать челюсти на пол», так же, как и это демо Метрополиса. Вдохновленная таким приемом и окрыленная новыми возможностями железа, в этот момент маленькая команда всего из 15 человек поняла, что у нее наконец есть видение проекта, и приступила к созданию первых прототипов игры, функциональных уровней, формирования макродизайна всего проекта и прочих основательных вещей, на фундаменте которых уже будет строиться основная игра, когда она войдет в фазу полноценного производства. Однако ее поджидали несколько очень важных проблем. В первую очередь они, конечно же, были связаны как раз с этим самым новым железом. Инструменты и движок приходилось подрезать у команды Resistance, которая сама в это время все еще была в разработке, а потом самостоятельно допиливать их под свои нужды, ибо там все еще оставалось много хвостов от PlayStation 2. PS3 все еще была относительно далека от релиза, так что работать приходилось на не готовом железе, что значительно усложняло все рабочие процессы. Прогресс шел медленно, и к моменту, когда игра выходила из препродакшена и на работу над ней собиралась переключаться сотня человек с Resistance, у команды был готов всего один уровень, и то не полностью, а о стабильности билда и речи быть не могло. И на это у ребят ушел почти целый год, что, кстати, сделало производственный процесс Tools of Destruction самым долгим в серии, пока не вышли All for One и Rift Apart, конечно, и продолжался он 23 месяца. И несмотря на это, изначальный дизайн предполагал, что игра должна длиться около 15 часов, в которые должны вписаться 25 уникальных уровней, 5 космических миссий, час кинематографических катсцен, а в довесок некий кооперативный режим и еще более неясный онлайн, и на все из этого у студии был всего год. Однако до релиза в итоге доехали лишь 16 планет, 3 миссии в космосе и 45 минут катсцен, потому что ребята, к счастью, поняли, что оригинальный дизайн они за это время просто не вытянут. Виной всему технологии. Новый движок означал меньший масштаб, как в плане количества классических уровней, так и в плане побочного контента. Никаких вам гонок, сферических миров, миссий с огромным клэнком или чего-либо подобного, ибо сначала нужно построить твердый фундамент, прежде чем обвешивать его такой мишурой. Качественнее графика, значит больше времени уходит на создание ассетов, и за то же время их получится сделать меньше, чем раньше. И раз в плане геймплея игра получается беднее своих предшественниц, по сути только лишь из-за самого факта, что она выходит на новом поколении, то брать надо чем-то другим.
Поэтому в Tools решили сделать ставку на сюжет, отказаться от предыдущего подхода, когда и сценарий конкретной игры, и общий лор вселенной писались полностью на лету, привести этот самый лор к хоть какому-то общему знаменателю, начать уже наконец-то уделять внимание полноценному развитию персонажей и отвечать на накопившиеся за это время вопросы об этом мире и ввести некую сквозную сюжетную линию, которая будет проходить через несколько игр. Встречайте Ти Джей Фиксман, новый штатный сценарист Insomniac. Именно на его долю выпало заняться всем этим и даже больше. Его взяли на проект, когда тот уже несколько месяцев находился в продакшене, и для него это была настоящая инициация огнем, его слова, не мои. Ведь помимо прочего, перед ним, как и перед остальной командой, стояла задача четко определить ДНК серии после того шума, что в свое время по этому поводу навела Deadlocked. А это означало взять уже существующих персонажей, мир, его наполнение, оформление, разобраться, что из этого составляет основу франшизы, и затем уже работать от этого, чтобы вне зависимости от того, какой была бы игра, и не обязательно именно это, она все равно ощущалась как полноценная часть серии. И это параллельно с созданием новой сюжетной линии, более глубоким исследованием персонажей, связыванием всего лора воедино, забросом удочек на последующие игры, желанием самого сценариста плотнее взяться за проработку существующих второстепенных персонажей и внезапными задачами, которые на него складывались из-за того, какие идеи возникали у других членов команды. И это уже не говоря об абсолютно закономерных переписываниях сценария, которые происходили в результате пересмотра масштаба проекта и уменьшения количества контента фактически на треть. И отдуваться за все это приходилось не только ему, ибо в самом начале разработки кое-кто наобещал Sony кооперативный режим и онлайн-мультиплеер, которые в то время были особенно интересны компании, опоздавшей с новой консолью на целый год, потерпевшей катастрофичный старт продаж и пытающейся всеми силами догнать своего главного конкурента в лице Xbox 360 и его сервиса Xbox Live. PlayStation Network в срочном порядке требовались крутые игры, которые увлекут миллионы игроков, и поэтому, я думаю, несложно представить физиономию Sony, которая уже начала рекламировать это обещание Insomniac, когда эта самая студия к ней пришла и сказала, что ничего подобного не будет. Очевидно, просто так им такое с рук не сошло, поэтому в итоге нарушенное обещание Insomniac пришлось компенсировать, а это была не просто дополнительная работа, а внеплановая дополнительная работа, которая пустила коту под хвост тот путь, что студия начала размечать для серии на будущее. И это в тот самый период, когда игры подобного формата как раз начали выходить из моды и уступать место серьезным проектам, часто характеризуемым наличием пис-фильтра. Это шутка, если что. И серии Ratchet & Clank пришлось как никогда сильно придерживаться мантры «адаптируйся или умри», потому что единственным вариантом кроме этого было только уйти в чистилище вместе с Jack and Dexter, Sly Cooper, Crash Bandicoot, Spyro и прочими подобными сериями, которые все исчезли с радаров на рубеже 2010-х. Это все к тому, что без Tools of Destruction и тех приключений, что происходили во время ее разработки, серия не существовала бы сегодня в том виде, в каком мы ее знаем. Возможно, она уже и не существовала бы вовсе, хотя это, наверное, уже слишком драматично. Но что точно не драматично, именно эта игра определила путь, по которому серия стала идти дальше и продолжает идти по сей день. По большей части, конечно, дав начало сюжетной линии, которая спустя все эти 16 лет до сих пор не закончена. На то, конечно, есть много своих отдельных причин, но стоит признать, это впечатляет. В каком смысле, решать уже вам. Начинается все в целом-то как и обычно. Ratchet & Clank тихо, мирно занимаются своим всяким, на сей раз нашему ушастому заусило соорудить ядерные сани, что обязательно закончится веселой и безопасной поездкой, как вдруг им звонит главный спаситель всея галактики, капитан Кворф, который, в панике прячась под столом, информирует наш дуэт о том, что на Метрополис напали какие-то тяжело вооруженные робосолдаты. Поэтому ребятам приходится срочно жать на газ и ехать прямо на вызов. Ну ладно, не то чтобы уж прямо, иначе ведь и уровня бы не было, правда? И что за уровень в итоге вышел? Если Sony хотела, чтобы у людей от игры отваливались челюсти, то Insomniac буквально сразу же перевыполнила план. Мы оказываемся в одной из самых знаковых локаций в серии, которая обрела невиданную доселе детализацию. Вокруг сотни самых разных объектов, местами прохожие снуют туда-сюда, повсюду летают снаряды, а горизонт забит беспросветными зданиями, которые целиком разрушаются прямо на ваших глазах, огружая вас со всех сторон многоканальным звуком, включая и музыку, и все это, в отличие от Resistance, работает при 60 кадрах в секунду, которые почти никогда не просаживаются. Если вы думали, что Insomniac сейчас только на своей спине PlayStation 5 вытягивает, то нет, уже Tools of Destruction была одной из тех игр, что могла показать, на что действительно способно железо PS3. И ладно даже только это, я же еще не сказал про ящики, которые стало ломать еще приятнее, чем раньше, потому что у них теперь полностью симулируется физика, так и просто как вступление, это отличнейшая
высший уровень. Традиционный шутерный геймплей стал лучше, чем когда-либо, потому что появилось точное прицеливание из-за плеча. Да не абы какое, а еще и с возможностью двигаться. И это не говоря об управлении, которое стало еще отзывчивее и удобнее, чем раньше. Во многом благодаря переезду системы покадровых анимаций на Delta Time, который позволяет избежать замедления игры в случае падения производительности. Злые робо-солдаты разлетаются на бесчисленное количество деталей, а после некоторых остаются крошечные рыбообразные существа, что сидели внутри и управляли ими. И им можно или треснуть по башке ключом, или расплющить их, что я нахожу на удивление приятным. И нет, это не считается за жестокое обращение с животными, ко мне не подкопаетесь. Посреди всего этого мы то катаемся по рельсам, наблюдая впечатляющие даже сегодня панорамы всего города, то летаем между платформами на разных уровнях, созерцая, как под нами, будто песок, складываются бетонные дорожки. Это по сей день одна из самых безумных вступительных сцен во всей серии. Я, пожалуй, оставлю без комментариев тот факт, что все это сделано при бюджете, который составлял в лучшем случае 2/3, а в худшем половину от схожих флагманских проектов для PS3 и с минимальным опытом работы на этом железе. Отсюда же, я так подозреваю, растут ноги и у обновленного дизайна Рэтчета. Раз вся остальная графика стала реалистичнее, то и нашего главного героя тоже нужно было подредактировать. И прежде всего его пропорции, потому что его гигантские руки и голова начинали смотреться уже несколько несуразно. И здесь художники, конечно, преуспели, а вот первые попытки по-честному прорисовать шерсть в сочетании с переработанными чертами лица уже стали выглядеть немного странно, заставляя его выглядеть старше, чем нужно, и одновременно с этим как-то слишком сглажено. Не самый мой любимый его дизайн. И мы еще не закончили, потому что где как ни на самом первом уровне продемонстрировать еще одну из продающих фишек PS3 — гироскоп в геймпаде. В один момент прямо под нами рушится земля, мы начинаем падать вниз, и нам приходится лавировать между десятками пролетающих мимо машин, что делается путем наклона вашего геймпада Six-Axis из стороны в сторону. На заре PS3 вообще весь маркетинг консоли орал на вас капсом, так что и я тоже буду. И как ранняя игра, вышедшая еще до того, как в продажу поступил уже полноценный DualShock 3 с поддержкой вибрации и каким-то образом все равно ее поддерживающая, несмотря на то, что ни одного обновления для нее не выходило. Она просто обязана использовать эту фишку на полную катушку, и она, черт возьми, это делает. С помощью гироскопа вы управляете вот такими полетами вниз. На него завязана местная мини-игра по взлому замков, секции с планером, лазер, которым можно вырезать дырки в стенах и открывать себе путь, танцы в маскировке, торнадомет — один из видов оружия. В общем, крутить геймпад туда-сюда здесь нужно прям много. Конечно, в настройках это можно выключить, но я решил пойти по пути хардкора и испытать игру в том виде, в каком она была задумана, с моушен управлением. И это было неплохо. Да, здесь нужно немного адаптироваться к достаточно крупным мертвым зонам, но как только вы их поймете, то никаких больших проблем гироскоп вызывать не будет. Вот уж чего я точно не ожидал от провалившейся попытки Sony угнаться за Nintendo Wii. Рано или поздно наш дуэт все же добирается до центра планетарной обороны и оказывается окружен напавшими солдатами во главе с их предводителем, имя которому Персиваль Тахион, император расы крагмитов, нет не этих, и без 5 минут владыка всей вселенной. Здравствуй, Перри. Перри? Ты этого не слышал. Свои намерения он озвучивает прямо с порога. Вторжение он организовал в поисках конкретно Рэтчета, чтобы ликвидировать его как последнего существующего Ломбакса. Hello? Aren't you forgetting someone? Да, спасибо, Анджела. Этот момент нам, пожалуй, стоит адресовать прямо здесь. Несмотря на то, что сага Future является прямым продолжением прошлых игр и их канон ни в каком виде не меняет, в случае с Анджелой Кросс она сама не может понять, какую позицию она занимает, чем она в итоге только сильнее разожгла споры о том, является ли Кросс Ломбаксом или нет. И отсутствие хвоста здесь уже вообще ни при чем. Когда Tools только вышла, она выставила Рэтчета единственным Ломбаксом во вселенной и ни разу не упомянула Анджелу, чем подтвердила позицию тех, кто считали, что она не Ломбакс. Но спустя 2 года вышла A Crack in Time, где прямым текстом было заявлено уже обратное, да и в комиксе, вышедшем еще годом позже, она тоже упомянута именно как Ломбакс. Insomniac всех с этим запутала настолько, что в официальном артбуке, вышедшем в 2018-м, студии не осталось ничего, кроме как извиниться перед фанатами за сие недопонимание. И в целом это понятно, что возникло оно во многом из-за того, что еще в самой Going Commando персонажа переписывали несколько раз, просто чтобы из него вышло что-то хотя бы сносное, и даже итоговый результат студии все равно не очень нравился. А с новым направлением Tools of Destruction Анджелу, скорее всего, опять пришлось бы переделывать, и поэтому это могли отложить на потом или решить не заниматься этим вовсе. И раз так, то, как по мне, гораздо проще и для Insomniac, и для игроков было бы, если бы студия сразу об этом как-нибудь прямо сказала. Однако теперь нам всем приходится жить в этом проклятом мире, который они сами создали, и кроме себя им винить некого. Но вернемся к нашим тараканам. Демонстрируя свой личный интерес в Рэтчете, не в этом смысле, боже мой, Тахион сразу заявляет о себе как об одном из потенциально самых сильных
сильных злодеев серии, особенно с психологической точки зрения. С тем, как вся эта сага намеревается исследовать, кто вообще такой на самом деле наш герой Остряк, что произошло с его родом и где он находится теперь, те маленькие обрывки знаний о ломбоксах, которыми Тахион прямо с порога начинает дразниться, дают ему возможность испытывать Рэтчета на прочность лично в такой степени, в какой не могли все уже поверженные им негодяи вместе взятые. Ведь наш ушастый, который вырос сиротой и, по всей видимости, ни одного другого представителя своего вида в жизни не видел, да мы только что это прошли, при возможности совершенно логично захочет это исправить, а злодей держит в своих руках абсолютно все карты. Тахион должен быть для Рэтчета как Дарт Вейдер для Люка Скайуокера, только без родственных связей. Однако мы с вами смотрим на, пожалуй, самого быстрого и, к сожалению, последнего известного лауреата премии Снежного Чудища, которую выдают внутри студии за худшую вещь, оказавшуюся в финальной игре. И первая катсцена с его участием содержит и первую же причину. Нет, это не его голос, скорее всего. Это вот следующая последовательность событий. Fair enough. Here you go. То есть вот этот чувак, который весь такой из себя супер-мега непобедимый император, который как за нефиг делать разнес половину всего города в поисках одного только Рэтчета, который имеет такой мощный потенциал для психологических пыток нашего главного героя, оказывается вот так легко и просто сбит с толку всего двумя взмахами гаечного ключа? Покажите мне еще лучший способ моментально убить все чувство угрозы от злодея. И это только начало. На протяжении игры у нас будет еще много возможностей посмотреть на то, какой он на самом деле беспомощный. Так или иначе, наш дуэт реквизирует воздушное судно этого горя-императора и валит на нем с планеты. В полете оно включает автопилот и криосон. Вырубая таким образом обоих. Клэнку в отключке начинают видеться какие-то странные существа, которые пытаются ему что-то сказать. Но прежде чем мы успеваем хоть что-нибудь понять, его будет Рэтчет, ибо за это время у корабля, по видимости, успело закончиться топливо, и они упали на какую-то незнакомую планету. Ну, точнее, им она незнакома, но карта-то всегда скажет, что она называется Кабалия. Если это все еще не было заметно, Tools решила вернуться к корням после экспериментальной Deadlocked и даже Up Your Arsenal, которая решила стать больше шутером, чем платформером. И на сей раз мы не только снова оказываемся в богом забытых джунглях, населенных весьма противной, но относительно безвредной живностью, но и впервые после Going Commando сразу получаем возможность полноценно исследовать локацию и отвлечься от основного пути, чем хочется заниматься, даже несмотря на реально мерзких многоножек, которые плюются в вас кислотой. И дело даже не в том, что окружение выглядит красиво, хотя и это тоже, и после угловатых и матовых поверхностей времен PS2 можно реально залипнуть, разглядывая, какое все стало симпатичное и блестящее на трешке. Но еще и в том, что Tools дает для такого исследования еще больше мотивации, чем когда-либо раньше, но до этого мы скоро дойдем. Потому что пока мы просачивались сквозь природу, занимаясь платформингом в куда больших количествах, чем в последнее время, и заодно в последний же раз пользуясь реактивным ранцем Клэнка, который после этой игры нигде больше не появлялся. А зря, это объективно лучший вариант из двух, и это не обсуждается. Отбиваясь от назойливой живности и даже сражаясь с нашим первым мини-боссом, мы успели дойти до космического порта Кабалии, где прям буйно бурлит жизнь. Впервые в серии мы видим такое количество движения на одной локации, и это именно то, чего Insomniac хотела достичь все это время, но в чем ее ограничивало количество памяти на PlayStation 2. По всему порту туда-сюда снуют его роботизированные обитатели. Какие-то просто по своим делам, другие тихо лежащие в каком-то уголке, будучи, видимо, под каким-то цифрокайфом, третьи тусующиеся рядом с каким-нибудь продавцом, пока вокруг, в какую сторону ни поверни камеру, двигаются огромные механизмы местного завода желатония, так каждые 5 секунд через громкоговорители то восславляют нашего тараканьего императора, то предупреждают об особо опасном ломбоксе, что здесь объявился. Все это очень значительно оживляет локацию, и после этого возвращаться к сравнительно пустым уровням из прошлых игр становится сложновато. И здесь же мы встречаем нашего первого мотиватора для исследования локаций — торговца оружием. Как и раньше, все новые стволы у него можно покупать за болты, которые вы собираете повсюду, и каждая пушка по-прежнему повышает свой уровень по мере использования. Однако теперь они все получают еще и свое собственное дерево апгрейдов, где им можно прокачивать конкретные характеристики: наносимый урон, емкость боезапаса и много других параметров, уникальных для конкретного оружия. А еще в каждом таком дереве сидит свой уникальный апгрейд, который даст стволу некий дополнительный эффект типа поджигающих снарядов, возможности проходить через врагов насквозь, взрываться при ударе
Калибари и много чего еще. Все эти апгрейды требуют раританий, который возвращается как валюта впервые после Going Commando, и на сей раз он как раз прячется во всяких потайных местах. Поэтому если вы хотите, чтобы ваш арсенал всегда был эффективен против разных неприятелей, вам придется хотя бы время от времени отвлекаться от основного пути и искать сундуки с этими кристаллами, которые на самом-то деле нифига не редкие, как гласит их название. Даже в обычном прохождении у вас их могут быть тысячи, а в режиме испытания счет легко может пойти на миллионы. Помимо в принципе несколько поломанной в этой игре экономики, об этих раританиевых апгрейдах я могу сказать лишь то, что мне они нравятся меньше, чем та система, что предлагала Deadlocked. Потому что с раританием вы можете купить только те улучшения, которые вам предлагают для конкретного оружия, что угодно на ствол повесить не выйдет. И в итоге единственная вариативность здесь остается лишь в том, какие апгрейды в какой очереди вы покупаете. Пусть даже и заполнять эти деревья действительно приятно. И оно с одной стороны понятно, ведь эта игра это не Deadlocked, где у вас был ограниченный набор оружия, который оставался актуальным на протяжении всего прохождения. Здесь вам снова нужно время от времени обновлять свой инвентарь, и система из Deadlocked этому только мешала бы. Но это не оправдывает тот факт, что эти деревья улучшений никак не меняются даже с покупкой омега-версии оружия в режиме испытания. Полностью прокачанные пушки так и остаются полностью прокачанными, и вам остается лишь набивать на них уровни. И кстати о покупках. Эти продавцы входят в целую торговую сеть под названием Gramelnet, которая, что забавно, была основана последним представителем расы Грумелей, который клонировал сам себя, чтобы торговать в разных местах, и каждый новый клон становился глупее предыдущего, что просто шикарно. И продают они не только оружие и броню, как было раньше. Они приносят с собой новую категорию предметов – устройства, не путать с гаджетами. Гаджеты – это штуки вроде крюка кошки или преломителей из третьей части, которые помогают с передвижением и головоломками. А вот устройства уже предназначены для сражений, прописываются в основном колесе оружия и представляют из себя весьма ситуативные вспомогательные предметы, которые можно использовать вместе с основным оружием в сложных ситуациях. Некоторые из них это вещи, которые раньше были просто модами для оружия или вообще своими собственными пушками, как, например, трансморфер, который превращает всех вокруг в пингвинов, запутай газ, который заставляет врагов палить друг по другу, или сразу два вида бомб, которые высасывают нанотех из неприятелей и отдают его вам. Есть и свои оригинальные идеи, вроде радиоуправляемого вертолетика, с помощью которого можно устранять врагов издалека, если вы, конечно, приловчитесь к управлению, которое одинаково дурацкое что с гироскопом, что со стиками, или смертельных пружинок, которые начинают прыгать в том месте, куда вы их кинули, и разбирать на гайки всех, кто попадет в их зону действия. Ну и, конечно же, этот разговор был бы неполным без упоминания двух оставшихся устройств – Кайфатрона и Мистера Зуркон. Первый – это диско-шар, который вы бросаете на арену, после чего везде начинают моргать яркие цветные прожекторы, включается музыка в стиле диско, а все, что попадает в зону действия и хотя бы как-то способно двигаться, начинает завороженно танцевать в ритм, давая вам возможность подготовить для этой спонтанной вечеринки самую взрывную кульминацию. Это еще одна из тех вещей, что Insomniac хотела сделать еще во времена PlayStation 2. Впервые идею предложили еще для Going Commando, но реализовать ее не позволяли ресурсы ни консоли, ни самой команды. И даже в случае с Tools Кайфатрон был достаточно сложной вещью, которая хоть и была одним из первых функционирующих видов оружия, но дорабатывалась она практически до самого релиза, потому что запрограммировать сам эффект-то было относительно легко, а вот что куда сложнее, это нарисовать для всех врагов, NPC и прочей живности кучу разных анимаций танцев. Количество времени и сил, что это отняло бы у команды, служило одной из главных причин, почему до сих пор идея не была реализована. Однако на сей раз ситуация изменилась. Разработчики приступали к продакшену Tools of Destruction после выхода Resistance, и на том проекте аниматорам досталось лепить самые наирутиннейшие вещи. Вещи формата поворот на 30 градусов направо, поворот на 30 градусов налево, поворот на 45 градусов направо, поворот на 90 градусов налево в приседе, разворот на 180 и прочая нудятина подобного характера, которая необходима, но от монотонности которой со временем начинает пухнуть мозг. Поэтому, когда для новой RNC им сказали заставить всех врагов в игре танцевать, это был сущий праздник, потому что теперь аниматоры могли по-настоящему оторваться и сделать что-то веселое. И сразу видно, что несмотря на большое количество работы, им все равно было весело, потому что сами танцы вышли часто действительно забавными, и игра сама хочет, чтобы вы увидели их все. Здесь не только ачивка есть, которая выдается, когда вы заставляете каждый вид врагов танцевать хотя бы раз, но еще и в режиме испытания вам предоставляется единственная возможность хоть куда-то применить весь лишний раританий, купив за 2 миллиона золотой Кайфатрон с бесконечным зарядом, с которым можно хоть всю игру пройти в стиле диска. Вообще, при создании оружия для этой игры у Insomniac было 3 критерия. Каждый ствол должен либо иметь хорошую стратегию для применения, либо он должен быть очень эффектным, либо жутко смешным. И так получилось, что Кайфатрон прошел все 3 критерия разом,
контрабандистом, чем, по мнению студии и моему тоже, и заслужил в итоге свою популярность, став одним из самых известных элементов серии и вернувшись еще в нескольких играх уже в качестве полноценного оружия. Еще одним настолько же знаковым элементом франшизы стал и Мистер Зуркон, идейный продолжатель синтеноидов из все той же Going Commando. Как и в той игре, этот чувак работает в формате «активировал и забыл». Он просто летает рядом с вами и палит во всех подряд, пока вы занимаетесь своими делами. Никакой особой тактики или фонтана эффектов здесь нет, так что остается развивать только комедию. И как же он в этом плане доставляет? Он постоянно всех дразнит, все вокруг для него тупое, о себе он говорит в третьем лице, и он полон восхитительно ужасных ванлайнеров, которые он выпаливает своим монотонным роботизированным голосом. Для него было написано около 400 строк текста, из которых до релиза доехали пусть и не все, но те, что все же увидели свет, подарили ему шарм, очаровавший вообще всех. Поэтому Мистер Зуркон вернулся почти в каждой последующей игре, и не только как оружие. Со временем он эволюционировал до полноценного персонажа со своей собственной семьей, и это просто великолепно. Что он на самом деле лишь подчеркивает проблему с самим классом устройств, раз после Tools остались только эти двое, будучи самыми яркими, веселыми, запоминающимися и полезными, и то переклассифицировавшись до обычного оружия. А сама идея устройств так на этой игре и закончилась. Ибо косяк в том, что в отличие от оружия, устройства не могут получать опыт и как-либо улучшаться, из-за чего со временем они начинают терять эффективность, и даже привязка к уровню нанотеха Ratchet не совсем спасает положение. И это уже не говоря о том, что пополняется запас устройств либо только у своего отдельного вендора, который мало того, что встречается реже оружейника, так еще и стоит это удовольствие дороговато, либо же из некоторых сундуков с раританием. Каких именно, это уже как повезет. Однако в этом порту есть и кое-что, а точнее кое-кто, кто вернется почти в каждой следующей игре для PS3. Контрабандист и его попугай. Они обещают помочь нашему дуэту улететь с планеты, если те вновь запустят закрывшийся завод желатония, который служит топливом для космических кораблей. Это весьма забавная парочка персонажей, которых, кстати, озвучивает один и тот же актер. Однако они обречены остаться лишь героями второго плана, без какого-либо развития на протяжении всего своего экранного времени в серии. Главная их фишка лишь в том, что они с уже привычным пофигизмом афишируют, что то, чем они занимаются, это незаконно, что прикольно первые несколько раз, но со временем начинает немного приедаться, однако ничего нового они предоставить не смогут. Иногда они выступают в роли хламосборников, которым вы в обмен на деньги продаете найденные ценные предметы. В этой игре души левиафанов, которые вы получаете от побежденных крупных мини-боссов, которых уже на этой планете есть парочка. А еще они активно используют очередную вещь, с которой Insomniac пыталась экспериментировать в этой игре, но которая в итоге сильно далеко не ушла. Интерактивные диалоги. Да, прям как во всяких RPG. Во всяком случае, такой была задумка. На самом же деле, никаких нелинейных выборов или даже в принципе внятных разговоров из этого не получается. По сути, это лишь место, где вы можете задать персонажу какие-нибудь вопросы, часто призванные прояснить детали лора, и просто выслушать ответ. И основную часть всей этой экспозиции на себя берут как раз контрабандист и попугай. Это не то чтобы плохо, но у персонажей есть потенциал быть интереснее, чем они в итоге стали. Для того, чтобы перезапустить завод, контрабандист выдает нам наш первый гаджет — желанатор. Это весьма простая по сути, но очень классная в действии приблуда, которая весьма значительно расширяет ваши возможности передвижения. При входе в определенную зону вы накачиваете ее желатонием, и отныне вы можете в любом месте, до которого только дотянетесь, оставлять большие блоки желатония, на которых можно высоко подпрыгивать. Это часто нужно, чтобы достать до высоких платформ или переправиться через широкое ущелье или реку, однако игра вас здесь ни в чем не ограничивает, поэтому при большом желании с помощью желанатора можно попытаться выбраться за границы уровня или попытаться пробить себе альтернативный маршрут. Особенно это классно в те моменты, когда игра не заставляет вас сдать желатоний обратно, и вы до самого конца уровня бегаете с полным запасом этой прыгучей субстанции. Хотя и внимательность здесь не помешает, потому что там, где есть желатоний, часто обитают и маленькие смешные роботы, которые больше всего на свете любят его есть, и они будут вам мешать, а уничтожить их нельзя. На этом завязаны и некоторые головоломки, и вы всегда можете решить их любым удобным вам способом. Оглушить их каким-нибудь оружием, пострелять желатонием в них самих, чтобы временно их обездвижить, отвлечь их другим большим блоком желе, или же, если вам совсем не жалко денег, использовать против них кайфатрон. Благодаря такой свободе действий, секции с желанатором — это всегда весело. По всей видимости, это понимала и Insomniac, потому что у студии были мысли вернуть гаджет в последующих частях, однако этого в итоге, к сожалению, не произошло. В конце концов, мы улетаем с планеты вместе с контрабандистом, и по дороге узнаем от него, что галактика Polaris, в которой мы очутились, находится под полным контролем Тахиона, а сам император оказывается тоже последний представитель своей расы. Все потому, что много лет назад крагмитов в ходе масштабной войны
истребили ломбоксы, и это почему-то было правильным решением. В общем-то, это хорошо объясняет мотивацию Тахиона и крайне антиломбоксные настроения, в которых из-за него погрязла вся галактика. Но это оставляет лишь больше вопросов о том, куда делись они сами. Конечно же, прямо сразу ответа на них мы не получим, потому что имперские сканеры обнаружили на корабле контрабандиста Ломбокса, так что он, как уважающая себя личность сомнительной законности, выкидывает наш дуэт прямо на поверхность, чтобы спасти свою собственную шкуру. Примерно так мы оказываемся в Стратус-Сити, городе, который кишит имперскими войсками. Это все те же рыбки в экзоскелетах, дрофиды, что атаковали Метрополис, только здесь их разновидностей стало еще больше. Здесь тебе и летающие, и бронированные циклопушки, и даже чуваки с щитами, и последние два — это одни из первых врагов в серии, против которых обычная тактика залить в них весь свой самый разрушительный боезапас не является самой эффективной. С этими чуваками надо действовать хитрее. Циклопушки стреляют в вас почти непрекращающимся потоком пуль, так что их лучше обездвижить или направить на других врагов с помощью каких-нибудь устройств, чтобы уже потом всадить в них свинец. А щитоносцы будут блокировать весь урон, который вы наносите в лоб, поэтому их лучше или опять же обездвижить каким-нибудь кайфатроном, или использовать более специализированное оружие вроде плазменных чудищ, местного аналога агентов ужаса из прошлых игр, которые умеют заходить врагам за спину, или же плеть с электрошоком, которая одновременно и парализует врагов, и наносит им урон. И эта плеть, что странно, просто валяется на дороге буквально в метрах от самого начала уровня. Хотя в остальном уровень получился отличный. Мы здесь и с дрофидами в больших количествах повоюем, и над бездной не единожды полетаем с помощью нашего верного крюка кошки, и на кубиках желатония попрыгаем. И все пока весь город в золотой час заливает насыщенное закатное солнце, а отовсюду из динамиков раздается писклявый голос императора, который угрожает пустить своих солдат на гриль, если те не справятся с объявившейся угрозой в виде нас. Красота! Здесь же Клэнк впервые лично встречает тех самых странных существ, что привиделись ему раньше, и видит их только он, а не Рэтчет. Однако это все отнюдь не глюки, потому что эти существа дают Клэнку крылья, с помощью которых можно парить в воздухе. Clank, have you been modifying yourself in private? Absolutely not. And I do not care much for your tone. И направляют дуэт в зал знаний. Армия Тахиона не помешает нам получить объявленные незаконными знания, из которых лично для нас особый интерес представляет планета Фастун, потому что это родная планета ломбоксов. Сильно больше узнать о ней мы не успеваем, потому что в дверь ломится подкрепление, так что нам остается только забить координаты в очень удобно расположенный рядом экстренный шаттл и отправиться на эту планету. Только по прибытии оказывается, что она уже давным-давно заброшена. Вокруг ни души, повсюду руины, и один из немногих следов жизнедеятельности ломбоксов — это одинокий избитый корабль, который Рэтчет решает починить, и мы отправляемся искать необходимые для ремонта запчасти. И как по мне, Фастун — это планета, по которой наиболее явно видны последствия жестких условий разработки игры. Потому что, зная, куда серия стала идти, начиная с этой игры и продолжает идти по сей день, эта планета должна быть одной из самых важных не только в самой Tools of Destruction, но и во всей вселенной, будучи местом, которое хранит очень многие секреты о бесследно исчезнувшей расе, которой принадлежит наш главный герой, и которую мы все эти годы все никак найти не можем. Хотя есть такое ощущение, мы уже близки. В игре, которая взялась отвечать на фундаментальные вопросы о том, кто такой сам Рэтчет, что случилось с его видом и так далее, просто не существует еще более идеального места, где это стоит начать тщательно исследовать, чем Фастун. Однако этого не происходит. Здесь нет никаких диалогов между Рэтчетом и Клэнком о вещах, которые они могли увидеть, или о том, что последний успел вычитать о планете в зале знаний, а ведь вообще здесь персонажи уже активно разговаривают во время геймплея, так что никаких отмазок уже быть не может. Мы просто молча и в тишине собираем запчасти для ремонта корабля. За одной из них приходится отправиться нашему роботу, и он в очередной раз сталкивается с этими странными существами, которые называются Зони. Они дают Клэнку несколько прикольных способностей типа замедления времени и левитации, но фундаментально это все тот же геймплей из времен PlayStation 2. За нами летают несколько Зони, а мы выбираем, какое действие им нужно совершить, чтобы можно было пройти дальше. Не то чтобы это было плохо само по себе, но за все эти годы это уже успело немного поднадоесть, и Tools не особо старается это исправить, что выглядит особенно не круто после трехлетней паузы, которую Клэнк взял как игровой персонаж. Зони же тем временем показывают Клэнку некие мистические видения, которые по сути лишь мельком показывают то, что произойдет несколько позже в этой игре, и посему чем-то супер важным не являются, особенно на повторных прохождениях, когда становится моментально понятно, о каких конкретно моментах они говорят. Найдя последнюю деталь, наш робот возвращается к Рэтчету, тот ремонтирует корабль, и мы получаем еще одного нового персонажа,
персонажа, потому что корабли ломбаксов, по-видимому, теперь зачем-то еще и живые. И я так-то не жалуюсь, это кайфовая идея. Вот только это еще одна вещь, которую никто никак и никогда больше не отрисует. Офелион, так звать наше новое средство передвижения, весьма бойкая и своенравная натура, которая не стесняется выразить свое мнение о каких-либо вещах. Однако едва мы успеваем увидеть это, как постановочная катсцена переходит в обычный процедурный диалог, где мы можем попросить ее вывалить на нас немного лора. На самые важные вопросы ответов, конечно же, ждать не приходится, но проблема-то даже не в этом. Даже в этой игре у Офелион как у персонажа есть всего пара минут экранного времени, а в последующих частях даже это сводится всего к нескольким репликам, которые и эти осколки личности потеряли. На всю A Crack in Time, где мы с отрывом больше всего времени во всей серии проводим за штурвалом, она только один раз острит по поводу выполненного побочного задания, а все остальное время проводит, будучи просто обычным и сухо информирующим о происходящем. И это даже не единственный новый персонаж Tools, с которым такое происходит. И все сводится к тому, через что пришлось пройти этой игре во время разработки. Ти-Джей Фиксман на самом деле не был единственным сценаристом RCF. Изначально игру писал Адам Мур, однако по некоторым причинам, информация о которых я найти, увы, не смог, он свою работу над проектом не закончил, и Фиксман пришел на его место, когда игра уже находилась в продакшене. Больше того, чувак до этого никогда не писал полноценных сценариев для видеоигр. У него были свои писательские наброски, которые Insomniac посчитала многообещающими, он был тестером на Resistance, но это все равно был первый его профессиональный проект. И вот представьте себе ситуацию. Вас берут на работу, и ваша задача написать сценарий к игре, где уже твердо задан набор персонажей, где главный дизайн-документ уже отмел треть лишнего контента и определил финальный масштаб, и где при этом до вас уже начали работу над текстом для еще не урезанного проекта, а большая часть того, что вам предстоит писать, основана на уже существующих персонажах и событиях, к созданию которых вы не имели никакого отношения. При этом на следующий после RCF 2008 год намечался релиз Resistance 2, которая уже находилась на начальных этапах разработки параллельно с продакшеном Tools of Destruction, и к ней Фиксману тоже нужно было писать сценарий, и это тоже вселенная, которую создал не он. И не только к ней, а еще и к внезапно объявившейся на тот же 2008 RNC Quest for Booty, который изначально вообще не должно было существовать. И все это вместе с закидыванием удочек для A Crack in Time на 2009 и попытками объединить уже существующий лор в единую структуру. И на протяжении всех этих лет каждый день человеку приходилось вертеться между 4 крупными проектами для 2 разных франшиз. Нифиговая такая первая работа штатным сценаристом, не так ли? С такими вводными вообще не мудрено, что не за всеми персонажами, сюжетными ходами и элементами лора удалось уследить, даже под присмотром креативного директора студии Брайана Хестингса, вдохновителя самой идеи об этой саге на несколько игр и руководителя серии Брайана Алгайера и главы студии Теда Прайса. И все в сочетании и с тем фактом, что все излишки студия отрезала только на препродакшене. После того, как началось полное производство, из игры ничего не было вырезано или удалено, что само по себе звучит круто, пока не возникают вещи, на которые смотришь и понимаешь, что может быть удалить их как раз таки стоило. Что относится, например, к тому же самому оружию, которого в этой игре настолько много, что все пушки не влезают на 3 страницы колеса быстрого выбора. Основное меню с полным списком в прямом смысле начинает тормозить, когда у вас слишком много предметов, да и вообще это единственная игра в серии, где к концу первого прохождения у меня осталось весьма значительное количество стволов, которые все еще оставались на 4-м, 3-м, а то даже и 2-м уровне, что для режима испытания совершенно не годится. Я просто не успевал их прокачивать. Очевидное решение — убрать хотя бы несколько пушек, чтобы процесс их улучшения нормально сочетался с продолжительностью игры. Однако тот факт, что та электроплеть просто валяется на полу посреди дороги, и что все эти первые 3 уровня каждый раз просто заваливают вас новым мерчендайзом в магазине, говорит о том, что все это изначально планировалось использовать на других уровнях, которые в итоге оказались вырезаны. Но поскольку сами стволы все еще прикольные, их решили оставить, а куда их грамотно впихнуть, вопрос уже сложнее. И то же самое, по всей видимости, касается и сюжетных элементов, которые могли остаться от изначального сценария Адама Мура и которые должны были раскрыться на вырезанных уровнях. И я так подозреваю, что Тахион был как раз одним из таких, потому что примерно сейчас мы получаем второстепенных антагонистов, которые по факту большую часть игры сидят на переднем плане. Пока мы шастали по руинам в поисках запчастей, нам прислал сообщение капитан Кворк, который, внедрившись в ряды Императора, разведал какую-то информацию и пригласил нас встретиться на имперском боевом фестивале. И по дороге туда на нас нападают космические робопираты.
хоть не привидение, и то хорошо. И опять же, я не жалуюсь, пираты вышли очень даже веселые, и я не один так думаю, раз они даже по сей день остаются важной частью вселенной. Космические битвы с ними в этой игре получились вполне себе ничего, например. Это линейные секции, вдохновленные Star Fox, в которых вы ликвидируете возникающие перед вами волны пиратских кораблей с помощью бластеров или самонаводящихся ракет на кулдауне, иногда отвлекаясь на побочные цели, если вам зачем-то нужны деньги. Какого-то особого челленджа здесь нет, но зато выглядят эти сражения действительно зрелищно. Однако в какой-то момент пиратам потребуется срочно ретироваться, чтобы, например, успеть на упражнения по тимбилдингу или занятия йогой, и им на подмену прилетит какой-нибудь совсем большой корабль особо несуразной формы, который выступит в роли мини-босса. Иногда он будет выпячивать наружу свои уязвимые места, но фундаментально тактику просто залить его свинцом это не особо меняет. Вот примерно так выглядели бы космические битвы в Апио Арсенал, если бы их оттуда не вырезали. И лично мне думается, что прямо на контрасте с Going Commando это выглядело бы как даунгрейд. Говоря о сюжетных моментах, которые стоило бы вырезать или хотя бы отредактировать, на нашей следующей планете нас ждет как раз один из таких. Мы прибываем на тот фестиваль, куда нас пригласил чел в зеленом костюме, и в прямом смысле ничего из того, что здесь происходит, не поддается никакой логике. Сразу же после нашего прибытия охрана фестиваля обнаруживает нас, как она и должна, и нас пытаются нейтрализовать буквально все подряд. А в переговорах по рациям слышно не только то, как отслеживают наше передвижение, но и то, что Рэтчета идентифицировали как Ломбакса. Собственно, парой уровней ранее такая способность императорских сил уже была нам сполна продемонстрирована. Тем не менее, когда мы добираемся до арены, на которой Кворк хотел нас встретить, он говорит нам нацепить супер крутую маскировку, которую он для нас приготовил, чтобы нас не рассекретили. Что уже звучит странно, но ладно, что за маскировка-то хоть? Ну, это просто очки и фальшивые усы. Все. И вот этого хватает, чтобы в очередной раз одурачить Тахиона, у которого при взгляде на наш дуэт и мысли не возникает, что что-то здесь не так. После запоротого знакомства с ним, ему больше всего нужен был второй шанс, чтобы проявить себя как действительно мощного и умного злодея. Но он ловится на долбанные очки с усами, чем окончательно превращает себя в посмешище. И конкретно в этой несостыковке виноваты как раз изменившийся масштаб проекта и нежелание Insomniac вырезать вещи из игры после препродакшена, усугубленные нелинейным процессом производства, ибо уровни делаются не в том порядке, в каком они в итоге проходятся игроком. Из-за этой нелинейности ребята не сразу поняли, что на этом уровне получается, что Тахион позволяет Рэтчету и Кленку просто взять и заебиться на свою арену после того, как он уже полгалактики разнес в попытках их найти. Очевидно, это сюжетная дыра, и ее нужно чем-то заделать. Финт с очками и усами уже планировался изначально для использования в каком-нибудь месте игры, хотя он был на грани того, чтобы оказаться вырезанным. А в студии еще была такая вещь, как отчет «Весело-не весело», суть которого была в том, что тестеры оценивали, веселый ли тот или иной аспект игры или нет, и если нет, то почему, чтобы его можно было доработать. Сама идея тестерам весьма понравилась, и они стали упрашивать всех подряд от нее не избавляться, что в итоге привело к тому, что именно в этом моменте наш дуэт получает эту невероятно эффективную маскировку. Весело ли наблюдать, как главный злодей ведется на такую глупость? А то! С этой частью отчет справился. Только вот это веселье было достигнуто ценой компетентности злодея, что плохо и для самого Тахиона, и для игры в целом. Ведь раз она собралась рассказывать более серьезную, глубокую и личную историю, то и все ее аспекты она должна выполнять на качественно более высоком уровне, чего в случае с главгадом, увы, не особо наблюдается. Примерно то же самое можно сказать и о нашем героическом идиоте, который, собственно, ровно таковым и стал. Он прошел свою арку в оригинальной трилогии и после этого превратился просто в обычного дуралея комедийную отдушку, который из игры в игру практически не меняется и временами вообще ничего толкового не делает. Игрой, начавшей этот тренд, стала Size Matters, о чем я рассказывал в соответствующем выпуске, и Tools его продолжает, пусть и не настолько явно. В отличие от той игры, здесь Кворк все же еще делает кое-что полезное пару раз и даже не придает свой собственный характер ради дополнительных хихонек-хаконек, однако он все равно большую часть времени просто болтается на фоне мертвым грузом. Хотя бы не бесит, и на том спасибо. Ой, мы же сейчас на уровне с боевой ареной, так что стоит ей самой уделить пару секунд славы. Пару секунд, потому что больше здесь ничего размусоливать смысла нет. Это практически ровно такая же арена с такими же испытаниями и таким же дизайном, что и в играх с PlayStation 2, что делает ее в целом-то неплохой, но вот этот старый дизайн, со всех сторон окруженный новыми и переработанными элементами геймплея, начинает из-за этого выглядеть несколько скромным и устаревшим. Эта маленькая круглая площадка примерно того же диаметра, что и в Апио Арсенал 3-летней давности, попросту теряется на фоне ставших и визуально, и фактически заметно более крупных уровней. Арт, налегающий скорее на «смотрите, какие разные материалы стало можно делать», чем на формы и свет, как обычно, делает ее, на мой взгляд, одной из самых блеклых в серии чисто внешне, особенно с
учетом того, что и на самой планете пасмурно и дождливо. А абсолютно классический набор заданий пусть и хорош сам по себе, но, во-первых, было бы неплохо получить и новые челленджи, и освежить подачу старых, а во-вторых, он просто не дает полноценно раскрыться местному чрезмерно обширному арсеналу оружия. Против вас вываливаются суммарно всего 3-4 вида противников, 2 из которых слишком похожи друг на друга и вырубаются в 2 счета почти чем угодно. Один — это мелочь, которую можно без проблем хоть ключом в стороны раскидать, и только еще один представляет хоть сколько-то более серьезную опасность, хотя уничтожается все равно не особо сложнее остальных. В общем-то, эту арену хорошо характеризует следующее. И здесь есть испытания, где вам разрешается использовать только самое мощное оружие в игре, чтобы расстреливать из него микророботов без каких-либо усложнений вида выполнить задание, не получив урона. А подавляющее большинство челленджей слишком короткие, чтобы заставить вас использовать больше 2-3 стволов за раз. Она очень легкая, а денежные награды, что она предоставляет, со временем начинают требоваться все меньше, убивая весь смысл на ней появляться. Рано или поздно мы таки выигрываем в некоторых испытаниях, и Капитан Кворк объявляется собственной персоной, чтобы выдать нам приз и информацию, ради которой он нас сюда звал. Тайно втеревшись в доверие к Тахиону, Which means you used your powers as a world-class suck-up to save your own hide. Little column A, little column B. он выкрал у него инфобот, в котором наш будущий владыка вселенной делится своими наполеоновскими планами. Для их реализации ему нужен некий секрет ломбоксов, который в свое время помог им победить крагмитов в войне, и он намерен хоть всю галактику перевернуть вверх дном, чтобы его найти, что бы это ни было. Последний след этого секрета ведет к астероидному поясу Нондак, куда наш дуэт тут же и отправляется, пока силы Императора не успели прибыть первыми. В этом астероидном поясе находится космическая станция, принадлежащая некоему Максу Аподжи, исследователю, изучавшему всякие космические редкости, и в руках у которого вроде как наш таинственный артефакт и был в последний раз. Только перед тем, как начать рассказывать всякие важные вещи, я должен упомянуть, что это уже не первый и даже не последний раз в серии, когда действие происходит явно в открытом космосе, но при этом везде работает совершенно обычная гравитация, а персонажи легко обходятся без кислородных масок, что можно было бы принять за норму, если бы не существовало моментов, где гравитации с воздухом таки нет. Ну и как это в итоге работает, Инсомниак? Стоит ли нам теперь и из-за этого разжигать споры уровня Анжелы? Ладно, это все шутки у меня такие. Сам Макс же это загадка, покрытая тайной, и одна из тех вещей, до которых у ребят руки так и не дошли, чтобы их нормально раскрыть. Поэтому в итоге мы до сих пор не знаем, что именно с ним произошло, куда он пропал и жив ли он вообще. Особенно сильно это чувствует Талвин, дочь исследователя, которую мы находим на станции. Точнее, она находит нас после того, как очередной внезапно подаренный Гленку от Зони гаджет заводит нас в тупик после всех наших попыток пробраться через защиту станции. Поначалу наш дуэт даже собираются вышвырнуть в космос за то, что они сюда вторглись и все разнесли, негодяи этакие. Но внезапно выясняется, что Ratchet Lombox. О, какой сюрприз! И именно исследованием их и их культуры ее отец занимался активнее всего. Тот артефакт у него действительно был, но сколько-то лет назад на станцию напали пираты и похитили его, а Макс отправился за ними и в итоге так и не вернулся. С Талвин же в конце остались только Кронк и Зефир, боевые роботы и союзники Макса, которые пообещали ему, что присмотрят за его дочерью. И как бы мне ни было прискорбно это говорить, но Талвин это тоже один из потенциально крутых и важных персонажей, с которыми не только после этой игры не сильно много чего происходит, но и непосредственно здесь ее раскрытие оставляет желать лучшего, несмотря на значительное экранное время. Потому что в целом-то между ней и Рэчетом есть интересная динамика и параллели. У Талвин, как у дочери главного исследователя ломбоксов, есть много информации, которая нужна Рэчету, а Рэчет может помочь Талвин найти ее отца, потому что незадолго до этого контрабандист подкинул ему с Кленком кое-какую информацию про пиратов, за которыми мотал Макс. Оба в том или ином смысле страдают от одиночества, и для обоих роль опоры выполняют роботы, ставшие практически важнейшими личностями в их жизнях. Рэчет своей семьи никогда и не знал, так что ему здесь проще. А вот Талвин уже несколько лет надеется, что ее отец вернется домой. Даже Кронк и Зефир начали сдаваться, но она все еще не теряет надежду. Жизнь в таком состоянии сделала ее несколько резкой и грубоватой, но тем интереснее следить за ее дальнейшим развитием, которое не то чтобы есть. Ну, то есть оно, конечно, существует, и Талвин со временем меняется и эволюционирует как персонаж и как личность, но основная его часть происходит опять же именно в Tools, после чего все это уходит на 35-й план. И я понимаю, что я не могу критиковать эту игру за то, что серия сделала или не сделала с ее материалом в дальнейшем, но это все равно влияет на его материала восприятие каждый раз при прохождении Tools of Destruction. Многие потенциально интересные вещи, которые явно сделаны так, чтобы в полной мере раскрыться позже, или не
делают этого вовсе, или делают это плохо, или это происходит где-то в фоне или вообще за кадром. Представьте мое удивление, когда я узнал, что в какой-то момент Талвин стала девушкой Рэтчета. Откуда у меня эта информация? Конечно же, из официального артбука 2018 года, где это написано просто прямым текстом. В то время как в самих играх их отношения все время демонстрируются просто как крепкая дружба, и тем не менее, вот мы здесь. Теперь и вы живите с этим тоже. Опять же, ноги у всего этого растут от желания Insomniac реализовать слишком много вещей сразу, из-за чего многим из них не получилось уделить должного внимания. Те же Кронк и Зефир, например, в этой игре выполняют сразу 3 задачи. Во-первых, они наставники Талвин, в каком-то смысле заменившие ей отца. Во-вторых, в этой игре есть несколько крупных боевых секций наподобие ионных в Апио Арсенал, и здесь они выполняют роль тамошних галактических рейнджеров. И в-третьих, их вечные перепалки друг с другом — это способ Insomniac подколоть диванных воинов, участвовавших в консольных строчах поколения Xbox 360 PS3. Имя Зефир — это даже отсылка к кодовому имени одной из ревизий Карабокса. И хотел бы я сказать, что это, пожалуй, один из самых устаревших моментов всей игры, но иногда так заглянешь в секцию комментариев под каким-нибудь видео или новостью, и эта карикатура внезапно начинает выглядеть как никогда актуальной, к сожалению. И несмотря на то, сколько всего на этих двоих здесь сваливается, даже с учетом того, что это одна из самых длинных игр в серии, они все равно не успевают раскрыться достаточно, чтобы ощущаться как действительно важная ее часть. Это, конечно, придет в дальнейшем, но здесь они в основном просто на фоне. Да, мы будем вместе с ними сражаться, да, они будут смешно припираться друг с другом по радио, но сильно дальше этого они не уходят, и это касается многого из того, что есть в этой игре. Просто потому, что она сама не успевает жонглировать таким количеством элементов. Что не относится к космическим пиратам, которым мы сейчас заглядываем в гости на планету Ардолис. Эти ребята и все, что с ними связано, получились прям отлично. Сам уровень вышел, пожалуй, одним из лучших в игре просто из-за того, сколько всего здесь содержится и насколько круто все это выполнено. На опциональном пути, доступном почти с порога, можно и на рельсах покататься, и заняться интересным платформингом с помощью вертобомбочек, временно поднимающих предметы вверх, которые мы получили еще пару уровней назад, и даже покататься на пиратском корабле. Ну, это на самом деле скорее дряхлая шлюпка, чем корабль, но все равно, по морю, на парусах, красота же. Пираты, как вражеская фракция, тоже выполнены прекрасно. Их есть много разных видов. Простые матросы со шпагами, дубинками и бластерами, щитоносцы, мясистые наэлектризованные бруты, и их всех всегда много, что создает огромное количество разных их комбинаций в сражениях, заставляя вас активнее, чем обычно, придумывать новые тактики и адаптировать свои действия к конкретным ситуациям. Тем более, что и самих ситуаций тоже дофига. То мы сигаем по пришвартованным кораблям, где каждая арена очень компактная и открытая, то пробегаем через пещерные жилища пиратов, где их самих не счесть, зато есть возможность прятаться и бегать. Где-то нам придется сорвать пиратам их любимый процесс распития алкогольных напитков в баре, а где-то в качестве передышки мы даже посетим вместе с помощником капитана одну из самых коротких экскурсий в мире. Это очень насыщенный на события уровень, который сама Insomniac явно не безосновательно посчитала одной из своих лучших работ, если его досконально воссозданная и даже расширенная версия в Rift Apart хоть о чем-то может нам сказать. Конечно, за вычетом некоторых неудачных моментов, вроде секции с геолазером, который Clank получил на прошлом уровне, и которым нужно с помощью гироскопа, конечно же, выписывать фигуры на всяких стенках, чтобы их разрушить и прорубить себе путь. Судя по тому, что эта штука или ее подобие в последующих играх не появлялись, урок о том, что это скорее излишне замедляет геймплей, не предлагая ничего интересного взамен, был в итоге усвоен. Однако одна вещь о пиратах в этой игре остается несколько странной. Мы прилетаем на Ардолис, чтобы найти артефакт, что пираты стырили у Макса, и который должен помочь нам в наших поисках, а Талвин может приблизить на шаг к нахождению своего отца. Хотя о чем это я? Ой, прости, Тал. Что само по себе неплохо и нехорошо, оно есть и есть. Вот только здесь есть еще один слой, который очень многое объясняет в лоре этой вселенной и который очень легко пропустить. Зачем пиратам вообще этот артефакт? На поверхности ответ на этот вопрос в целом-то простейший. Это же пираты, им всегда нужны всякие сокровища, редкости и ценные штуки. И так-то оно так, вот только если прокрутить хорошо вниз в списке вопросов для суперкомпьютеров последней третьей игры и каким-то образом без субтитров расслышать заглушенный звуковыми эффектами текст пиратской песенки, то можно узнать, что пиратов когда-то создал сам император Тахион непосредственно с целью поиска того самого секрета ломбаксов, который позволил им одержать верх над кракмитами. Что, мягко говоря, является очень важным куском экспозиции, который объясняет сам факт существования пиратов и того, почему они противостоят нам. И не только нам, но еще и самому Тахиону, потому что изначально пираты еще и помогали ему создавать свою армию, только он их впоследствии опрокинул, пираты этого не потерпели, и в итоге теперь они еще и
и друг с другом враждуют. На что, спорим, вы этого не знали, даже если проходили игру. И я думаю, вы уже и сами можете хорошо понять, из-за чего так получилось. Так что ради экономии времени я, пожалуй, больше не буду каждый раз заострять на этом внимание. Но я не могу пройти мимо того, насколько классными вышли, собственно, главные пираты, с которыми мы взаимодействуем больше всего. Капитан Шлак и его правая рука Ржавый Пит. Эти двое — это ходячий набор пиратских клише, что с одной стороны делает их, пожалуй, одними из самых комедийных персонажей в игре, у которых чуть ли не через каждую реплику происходит что-нибудь смешное, и лично из меня они выдавливали смех практически чаще всех. Would be that foul smell. Aye, that oyster chili be disagreeing with me something fierce. No, there be a yet fouler smell. One I not be smelling for nigh 600 moons. Oh, fresh trousers? С другой же стороны, эта клишированность включает и не настолько безобидные черты, как просто любовь к алкоголю, и наравне с комедией она дает им и вполне реальное ощущение опасности. Это враги, с которыми стоит считаться, иначе они сделают тебе больно и дважды об этом не подумают. Для них не существует никаких правил, поэтому от них в любой момент можно ожидать подлости самого разного характера. Что хорошо для самих пиратов, потому что вот это в сочетании с тем, как они сделаны именно как враги в геймплее, с разными видами, уникальным поведением, типа того, как они могут травить всякие байки у костра в состоянии покоя, и вы можете их послушать, делает их одной из самых ярких частей игры, и нет совершенно ничего удивительного в том, что они дожили до наших дней и все еще любимы сообществом. Но это плохо для Тахиона и его армии, потому что пираты, я напомню, задумывались как второстепенные злодеи, но они оказались настолько хороши, что они просто-напросто вытеснили главгада из его же собственной игры. Мало того, что тот сам себя вечно подставляет и на каждом шагу выглядит совершенно беспомощным, так еще и он вместе со своей империей не имеют настолько ярко выраженной личности и какой-либо изюминки, которая всегда притягивала бы к себе внимание, что происходит с пиратами. Из-за этого как раз и начинает ощущаться, что пиратов в этой игре больше, чем их есть на самом деле, а Тахиона меньше, даже несмотря на то, что технически экранного во времени у последнего таки больше. Просто первые намного лучше им распоряжаются, и получается вот такая совершенно нежелательная для нашего злодея ситуация. В любом случае, мы таки добираемся до пиратской сокровищницы, и внутри действительно находится артефакт, принадлежавший Максу. С помощью Талвин мы приватизируем его обратно себе, и вскоре загадочная натура этой пирамидки раскрывается благодаря происхождению Рэтчета. Эта штука оказывается картой, которая указывает место, где, вероятно, и спрятан тот секрет ломбоксов. Теперь наш путь лежит на планету Райкон 5, только вот от пиратов так просто не отделаться. Им очень не понравилось, что мы стырили у них безделушку, и они отправились за нами в погоню прямо в космос. Вот где подобная преданность делу у солдат Тахиона? Ей-богу, у пиратов даже своя собственная музыка есть. В одной из своих последних работ в серии наш композитор Дэвид Бержо оторвался на полную и сильно вдохновился пиратским кино. Угадайте с одного раза, какой франшизой особенно. После чего присобачил к классическому звучанию RNC мощный хор, огромные медные духовые и железные ударные, создав свой уникальный звук именно для пиратов. Второстепенные, блин, злодеи, ага. Основным бы такое внимание уделили лучше. Ну ладно, не лучше, но хоть как-то заставить их ощущаться более сильными действительно стоило бы. И тут мы опять возвращаемся к тому, почему они вышли такими, какими вышли, а эта дискуссия уже была много раз за сегодня, так что поехали дальше, пока меня опять не зациклило. На поверхности нас уже встречают войска Тахиона, который каким-то образом уже успел узнать, что на этой планете есть то, что он ищет. Хотя единственными, кто когда-либо видел содержимое карты, были только Рэтчет и Кот, тот, кто ее изначально создал, и, видимо, Макс Аподжи. И результатом становится очень большой и жаркий замес, каких во франшизе доселе не часто можно было увидеть, где мы в компании с Кронком и Зефиром отражаем масштабное вторжение имперской армии на планету в духе боевых миссий Zap Your Arsenal. Здесь примечательны две вещи. Во-первых, это почти 10 минут непрекращающейся стрельбы, что на открытой арене такого большого размера уже и так выглядит весело и каким-то образом само по себе не успевает надоесть. А наше сопровождение еще и подкидывает масло в огонь с помощью комедии, которая пусть местами и затягивает сцену, но делает это слишком органично, чтобы записывать это в недостатке. Потому что прыгаешь ты такой туда-сюда, отстреливаешься ото всех подряд, Кронк бежит к двери закладывать взрывчатку, чтобы пробиться дальше, но спустя время все понимают, что фитиль-то он зажечь забыл, а в пылу сражения на это внимание как-то никто и не обратил, поэтому теперь приходится бежать к двери еще раз, чтобы таки активировать детонатор. Это прикольно. А во-вторых, именно в этом месте я обнаружил одну, казалось бы, мелочевейшую мелочь, которая на самом деле способна почти полностью лишить напряжения почти любое сражение в игре. Помните же, как в ранних
частях после каждой смерти чекпоинты могли откинуть вас чуть ли не к самому началу уровня, а боезапас оружия восполнялся только вручную в магазине за ваш счет. Со временем Insomniac начала понимать, что подобные вещи скорее раздражают, чем вносят дополнительный челлендж, и начала вводить в свои игры всякие удобные штуки по мелочи, которые делают процесс более приятным и не таким назойливым, как тот же автоматический крюк-кошка из третьей части. И это достигло своего апогея в Tools of Destruction. То, что чекпоинты здесь расставлены немного чаще, чем раньше, это крутое изменение. Однако в этой игре решили еще и упростить процесс лечения. Обычно же для того, чтобы восполнить запас здоровья, нужно найти ящик с нанотехом и разбить его, либо же ждать повышения уровня, что увеличит емкость шкалы здоровья и заполнит ее целиком, что все еще работает в этой игре. Однако, если поблизости никаких ящиков нет, а левелапов в ближайшее время не предвидится, то вы всегда можете заглянуть к любому вендору и тут же выбежать обратно, вам даже покупать ничего не нужно, и вы получите полный запас здоровья. Из-за того, насколько эта битва долгая, несколько раз к близлежащему оружейнику заскочить придется, просто чтобы восполнить боезапас. Однако именно здесь я понял, насколько вот этот момент с нанотехом напрочь ломает баланс игры. Здоровье в красной зоне? Просто откройте магазин, и у вас снова полный запас. При должном умении уклоняться от встречного огня, эта штука сделает вас буквально бессмертным, убрав все ставки из любого сражения. К счастью, этот эксперимент тоже был признан неудачным и в последующих частях уже не вернулся. Отбив вторжение, мы теперь вольны свободно исследовать планету, и в порту мы встречаем нашего знакомого контрабандиста. Совершенно внезапно он возвращает нам наш 2003, потому что у него в закромах завалялся ненужный гироцикл, который достался ему от какого-то похожего на нас ломбакса. Что бы это могло значить? А он как раз требуется нам, чтобы через подземные тоннели добраться до места, где спрятан наш секрет. А раз на этой планете кругом одна сплошная лава, то делать тут особо нечего, и каким-нибудь поручением тут не отделаешься. Поэтому самое время снова трясти с игрока деньги за необходимые для сюжетной прогрессии гаджеты. Как же я поэтому соскучился, я прям не могу. К счастью, он просит у нас всего 5000 болтов, а мы к этому времени на амуницию чуть ли не больше тратим. Так что ничего особо страшного в этом нет, но забавно, что после Going Commando это был почти единственный раз в серии, когда к этому вернулись. Все остальное время нам все еще не нужно тратить свои кровные на необходимые для прохождения вещи. И нет, несмотря на название, гироцикл не требует управления гироскопом, и конкретно в этом случае и слава богу. Даже с классическим управлением стиками это весьма-таки неотзывчивая и неповоротливая, пусть и все равно круто выглядящая штуковина, на которой приходится кататься по всяким техническим тоннелям и часто объезжать препятствия, ездить по узким мостикам и всякое такое. Управлять этим наклонами вряд ли было бы весело. Тем не менее, это все же неплохая штука для того, чтобы разнообразить геймплей, но не более. Вскоре мы все же добираемся до места, указанного на карте, и находим там небольшое заброшенное здание, построенное ломбаксами, внутри которого нет ничего, кроме старого проектора с записью брифинга перед испытаниями одного важного изобретения. Оно называется измеренитель, и оно как раз и является той штукой, за которой мы тут бегаем всю дорогу. На самом деле ломбаксы не изобретали никакого оружия, чтобы истребить всех крагмитов. Победу в войне они одержали, просто отправив крагмитов с помощью измеренителя в другое измерение и заточив их там, что так-то звучит более гуманно, чем полное уничтожение целой расы. Но вместе с этим сразу становится намного понятнее, зачем эта штука нужна Тахиону. И помимо той опасности, что измеренитель представляет в руках главгада, при неосторожном обращении он может вообще порвать материю пространства-времени, так что теперь нам вдвойне стоит добраться до него первыми. Со всеми этими междуизмеренческими делами связана тестовая лаборатория на планете Саргасса, куда мы теперь и отправляемся. Только вот незадача. Локация огромная, и ее лучше бы облететь на планере, только площадка, с которой его можно запустить, не активна. Зато рядом снова очень удобно расположился контрабандист, который хочет от нас несколько левиафанских душ в обмен на расшифровщик. Новый гаджет для взлома, который нам как раз сейчас нужен, чтобы активировать платформу. И да, Саргасса это по большей части один из тех гринд-уровней, где на большой площади находится много всяких штук, которые вам нужно собрать или убить, чтобы получить что-нибудь нужное или заработать денег, что, впрочем, не взаимоисключающие вещи. Здесь нам нужно охотиться на огромных динозаврообразных грунтеров, каждый из которых идет как свой мини-босс и, пожалуй, самый сильный индивидуальный враг в игре. Из всех подобных секций, что мы уже видели, это, пожалуй, моя любимая в силу того, что сама локация получилась самой интересной в плане навигации. Что, в общем-то, несложно было сделать, когда одна из таких была просто плоской пустыней, а вторая набором идентичных тоннелей, сделанным в попытках сэкономить время и ресурсы. Саргасса же это, по сути, полноценный уровень, просто особо раздутый в масштабах. Где-то здесь есть платформинг, где-то надо пробираться через маленькие пещерки, где-то нужно поверху облетать кислотные болота. Сам процесс перемещения по уровню бросает больший вызов, чем раньше, да и ориентироваться по окружению без карты теперь стало в принципе возможно, что не может не радовать. С другой стороны, это по сути все равно та же активность,
активность, которую мы уже видели в серии не единожды, просто сделанная интереснее, чем раньше. Что неплохо и не хорошо само по себе, все же это уже пятая основная часть серии, которая после некоторых экспериментов пыталась более четко определить фундамент франшизы, чтобы ее совсем в дебри не увело, так что чего-то радикального от нее ждать и не стоит. А тот факт, что это еще и первая игра серии на новом поколении, уже сам по себе объединил геймплей в угоду техническому прогрессу. И вот такие грин-секции — это одни из самых простых в разработке побочных активностей, а они игре отчаянно нужны, потому что помимо сбора душ для контрабандиста, из таких здесь остается одна только арена. Поэтому получается, что из всех игр серии прохождение этой растягивается с помощью побочек чуть ли не меньше всех остальных. И если только не считать за побочки и исследования, потому что на него упор здесь сделан как раз таки побольше, чем раньше. Мотивация съезжать с основного пути — это не только ставший поистине полезным раританий, но еще и переработанная схема получения Райна. Во всех частях до Tools эта пушка становилась доступна в магазине только после прохождения игры, и она стоила совершенно безумных денег. Однако в этой игре напрочь поломанная экономика, из-за чего вы огромную часть времени просто купаетесь в деньгах. И в противовес этому, на самом деле нет, но мне просто нравится так думать, Райна теперь выдается не в обмен на целый трейлер болтов, а является наградой за исследование. По всей игре раскиданы части чертежа оружия, и если найти их все и притащить контрабандисту, то он соберет вам пушку за просто так, хотя планы заберет себе. Поэтому теперь вам даже не нужно проходить игру до конца, чтобы заполучить самое сломанное оружие. Главное просто внимательнее исследовать локации, и начиная с этой игры это стало вот так работать всегда. Что с одной стороны где-то даже приятно, потому что такую мощную штуку теперь можно получить намного проще. С другой, я не могу отделаться от мысли, что именно в связи с этим пушку хорошо так понерфили, и такого безумного разрушения, которое вызывает у вас маниакальный смех, с Райна 4 не видать. С Райна. Эта штука стреляет самонаводящимися лазерными зарядами, что звучит круто, и сами по себе они действительно мощные, но только большая их часть гарантированно будет улетать в воздух, а не во врагов, особенно если вы двигаетесь, что вкупе с фантастически быстрым расходом боезапаса означает, что заряда вам будет хронически не хватать даже после всех апгрейдов. Поэтому в этой игре Райна не настолько приятна в использовании, как раньше, пусть даже она все равно всех разносит в щепки. Хотя вообще здесь и без нее стволов завались, и пусть даже многие из них в целом представляют из себя уже знакомые по прошлым играм виды, они в большинстве своем весьма заметно освежились, поэтому они все равно ощущаются новыми. Например, здесь есть штука под названием нано-улей, что с контекстом похожего оружия из Size Matters должно вселять ужас, однако нет. Как и там, эта вещь выполняет ту же роль, что и мини-турели, но в отличие от своих портативных собратьев, эти пчелы действительно полезны. Они видят врагов на самом деле издалека и начинают облеплять их со всех сторон, нанося весьма серьезный урон. Им нипочем вражеские щиты, а с апгрейдами они даже получают возможность замораживать противников после того, как наносится достаточно урона. Это действительно круче старых мини-турелей. Дискомет возвращается впервые после третьей части, однако теперь у него драматически повышенная скорострельность и боезапас в обмен на сниженный урон, что делает его идеальной заменой для классического бластера, потому что к моменту, когда дискомет становится доступен, тот уже как раз успевает устареть. Обычные огнеметы, дробовики, гранатометы и все прочее по-прежнему присутствуют и по-прежнему очень эффективно показывают недругам, где их место. Но и полностью новые виды здесь тоже есть. Арсенал для ближнего боя пополняют когти-бритвы, которыми можно всех вокруг резать на суше, и с каждым успешным ударом когти меняют цвет от желтого до красного, постепенно наращивая урон. Они могут быть действительно мощным оружием, но обращаться с ним стоит особенно аккуратно, потому что вблизи и вы сами гораздо сильнее рискуете схлопотать, и каждый принятый удар будет сбрасывать когти до исходного состояния. Здесь на Саргасса мы находим один из самых мощных стволов на один выстрел в серии, альфа-пушку, которая, что любопытно, создана ломбоксами. У нее всего несколько зарядов, каждому из которых нужна пара секунд на подготовку, но как только пушка будет готова к выстрелу, рельсовый луч снесет практически все, что будет стоять у него на пути. И как раз ввиду малого боезапаса и его дороговизны, этой штукой стоит пользоваться осторожнее. Ну и один из моих личных фаворитов — торнадомет. Как и гласит название, эта пушка выстреливает специальные спиральки, которые генерируют торнадо, и в них могут попасть чуть ли не все враги в вашем поле зрения. Причем эти торнадо можно двигать по всей арене с помощью гироскопа, и только него, так что управление получается очень неочевидным и ненадежным. Поэтому хоть это и не самое полезное оружие в игре из-за своего небольшого боезапаса, но если найти хорошее местечко подальше от врагов, то у вас как раз появится побольше времени хорошо прицелиться и таким образом собрать в воронку больше негодяев. И наблюдать за тем, как их всех в ней крутит, подкидывает в воздух, а потом еще и молнии и прочие спецэффекты добавляются, никогда не надоедает. Ну и в принципе всегда приятно
невероятно за один такой выстрел ликвидировать сразу целую группу супостатов. И казалось бы, настолько обширный арсенал оружия и устройств, которые все вместе даже не влезают на 3 страницы колеса быстрого выбора, могут чисто благодаря своему собственному избытку сделать игру слишком простой, особенно в сочетании с вышеупомянутой штукой с моментальным восстановлением здоровья в магазинах. И с одной стороны так и есть, но с другой вклинивается переделанная система получения урона. Раньше все враги всегда отнимали у вас свое конкретно заданное количество единиц нанотеха, кроме самой первой части, само собой. Однако, начиная с Tools, эти заданные единицы превратились в проценты от общего запаса здоровья, поэтому сложность сражений изменилась в нескольких смыслах. Во-первых, появилась та вещь, которая лично меня все время бесит в RPG играх с автолевелингом, когда одни и те же враги в начале игры и в конце наносят вам примерно одинаковый урон в пропорции, что с их стороны выглядит нечестно, а вам не дает почувствовать, что вы за это время стали выносливее. Во-вторых, это в каком-то смысле нейтрализует тот самый момент с читерским восстановлением здоровья, потому что магазины все-таки есть не везде, и если поблизости их нет, то все же существует вполне реальный шанс умереть даже от рук весьма слабого врага, что держит в тонусе. А в-третьих, это делает систему брони несколько более бессмысленной. Мало того, что в отличие от предыдущих частей, здесь каждый набор вы обязаны покупать по очереди и пропускать их не можете, так еще и проценты, на которые новая броня снижает входящий урон, ощущаются менее значимыми как раз из-за другой системы учета урона. У вас могут быть максимальные 999 единиц нанотеха в режиме испытания и самая крутая броня, которая глушит 65% дамага, но при этом вас все равно смогут прикончить за несколько хороших выстрелов, как если бы всех этих улучшений у вас не было вовсе. И если бы речь шла как раз об RPG с автолевелингом, то все это меня, скажем так, сильно расстроило бы. Но, к счастью, Ratchet & Clank это не RPG, а линейный экшен с отдельными уровнями, и в такой игре эти изменения работают скорее просто как способ подкрутить челлендж, и я это скорее приветствую, чем нет. За исключением отдельных моментов, я бы не сказал, что та же Apio Arsenal была сложной, и то же самое Deadlocked, даже на максимальной сложности. А вот начиная с Tools, мне кажется, именно благодаря этим новшествам вам теперь нужно действовать осторожнее и внимательнее смотреть по сторонам, потому что убить вас врагам стало проще. В последующих частях эта система, конечно же, дорабатывалась и немного менялась, но по своей сути она остается такой и сегодня, и мне это нравится. В сочетании с тем, что врагов на экране в принципе стало больше, а ведут себя они немного агрессивнее, это добавляет игре челленджа, которого серии, как мне кажется, начинало немного не хватать. В тех же 3-й и 4-й частях я без каких-либо проблем мог долгое время удерживать максимальный множитель болтов в режиме испытания, а вот начиная с Tools, мне даже добраться до него иногда бывает проблематично, не то что удерживать. И это круто, но пора вернуться к нашим контрабандистам. Уничтожив достаточное количество динозавров, мы получаем от него расшифровщик, который он нам обещал ранее. Это последний в серии гаджет для взлома замков с мини-игрой, за исключением игры 2016 года, очевидно, и Secret Agent Clan, которая вышла годом позже Tools, но мы ее уже разбирали, так что счет немного сбился. И вот такое прощание получилось на славу, как по мне. Суть здесь очень простая. С помощью гироскопа или стиков нам нужно наклонять доску с печатной платой, чтобы катить по ней шарик, и этим шариком замыкать цепи, чтобы по ним проходил ток, который нужно по этому лабиринту довести до финиша. Это простая механически и быстрая мини-игра, которая, тем не менее, временами способна заставить вас подумать, особенно в режиме испытания, потому что там загадки становятся заметно сложнее. И именно этим она и хороша. Этим и, по моему мнению, лучшей презентацией из всех подобных мини-игр в серии. Она красиво и минималистично нарисована, а на фоне играет бодрая и классная музыка, которую здесь вообще не ожидаешь услышать, но как слышишь, она становится приятным сюрпризом. Можно даже немного залипнуть чисто из-за нее, что лично я всегда приветствую. Почему от этих мини-игр в дальнейшем отказались? К сожалению, четкого ответа на этот вопрос я не нашел, но думаю, не настолько уж и диким предположением будет сказать, что они стали выглядеть как анахронизм. Что в целом-то можно понять, но лично я все равно по ним время от времени скучаю. С помощью всяких гаджетов мы наконец добираемся до тестового центра ломбоксов, пока Талвин со своими роботами летает вокруг планеты, пытаясь найти его для нас с воздуха, и в итоге цепляет таким образом имперский хвост. Мы же в итоге находим лабораторию сами, и там в очередной раз ничего нет, кроме водопроводчика, который теперь превратился в какую-то мистическую сущность, дающую загадочные советы, которые абсолютно точно пригодятся в самый важный момент.
почему-то. И у него как бы невзначай завалялась 3/4 кубитная шестигранная прокладка, которая совершенно точно не будет критически важным предметом, который спасет весь мир. В остальном же водопроводчик, как обычно, странный и немного противный. И в разговоре с ним мы почему-то узнаем то, что мы уже в общем-то знаем. Никакого секретного то есть оружия, уничтожившего крагмитов, не существует. И это почему-то становится сюрпризом для нашего дуэта. Грубо говоря, весь наш визит на Саргасса оказался практически полностью бессмысленным, потому что мы здесь ничего нового толком не узнали. Разве что капитан Кворк снова нам позвонил и еще раз пригласил на арену, потому что у него опять какая-то новая информация есть. В ящике с бельем Тахиона, что ты там вообще делал, извращенец? Он нашел инфобот, рассказывающий о существовании суперкомпьютера Айрис, который в теории содержит ответы чуть ли не на все вопросы вселенной. Однако он находится в секторе галактики, оккупированном пиратами, и чтобы туда пробраться, нам понадобится маскировка. I know. They never learn. Но есть и хорошие новости. Кворк, по всей видимости, начинает подозревать, что он не настолько крут, как он о себе думает, и у него временами случаются приступы осознания собственной неполноценности или что-то типа того. Хотя, кого я обманываю, он при первой же возможности возвращается в свое исходное состояние и снова мнит себя круче всех. Это безнадежно. Координаты приводят нас на ледяную комету, кишащую пиратами, которые охраняют проход к компу. Sorry, I couldn't resist. Обычный в целом-то уровень разбавляется секциями, где нужно надевать маскировку, и эта ее итерация возвращает нас прямо во времена самой первой части. Она жутко медленная, ограничивает все движения и запрещает любые атаки под угрозой собственного отключения. Приятный момент заключается в том, что вы не обязаны ее носить. Всех пиратов можно по старинке просто в лоб разобрать на винтики, и вам это ничем не грозит. Зачем тогда маскировка вообще нужна? Ответ прост. Пиратские замки. Время от времени путь вам будут блокировать закрытые на замок двери, и открываются они совсем не ключом. Это умные замки, которые проверяют всех, кто пытается пройти, на пиратскость, а это значит, что нужно выглядеть как пират. И чтобы убедиться уже наверняка, нужно станцевать пиратский танец, что звучит и выглядит настолько же абсурдно, насколько это на самом деле весело. Особенно, когда вы прямо перед самой этой дверью уничтожили всех пиратов, потом надели маскировку, и для танца к вам еще 3 чуваков подключились прямо из воздуха. Все же не только у Тахиона здесь ужасные меры защиты, и это несколько успокаивает. Поэтому до вселенского гугла мы добираемся весьма-таки просто, однако взаимодействие с ним получается весьма неоднозначным. Мы, конечно, узнаем некоторые сиюминутно важные детали, типа того, что Макс Аподжи перевез измеренитель на планету Джасинду, а Тахион, несмотря на изгнание крагмитов, был найден младенцем ломбаксами-шахтерами, после чего его привезли на Фастун и вырастили там, что добавляет хотя бы немного изюминки его персонажу. Однако, как только мы пытаемся узнать что-то более глобальное, вроде того, куда делись ломбаксы, почему Рэчет остался здесь и все такое, Айрис тут же отключается и больше о важных штуках с нами разговаривать не хочет. Теперь можно задать компьютеру только мелкие опциональные вопросы, из которых половина призвана лишь освежить уже известные по прошлым играм детали лора. И как бы и ладно, пока что у нас, конечно, есть более важные дела, но сам факт наличия в этой вселенной такой штуки, как Айрис, многое меняет, и в перспективе суперкомпьютер можно было бы использовать для уточнения каких-то важных вопросов. Ну а раз уж многим вещам, введенным в этой игре, в итоге была уготована незавидная участь забвения, несложно догадаться, что и этот суперкомпьютер она постигла тоже. Пара проходных упоминаний в Quest for Booty и A Crack in Time — это все, что нам досталось после Tools вплоть до сегодняшнего дня. И хотя понятно, что ответы на некоторые вопросы, типа того, куда спрятались ломбаксы, стерты из памяти компьютера, поэтому решить всю эту тему, просто считерив и спросив Google, не выйдет. Да это и выглядело бы скучно. Но он все равно мог бы послужить важным инструментом в закрытии других сюжетных линий. Тот же Макс Аподжи у нас до сих пор сидит не найденный, а ведь он бы очень пригодился нам и, например, Талвин. Кстати о ней. Когда Клэнк включал компьютер, который все равно потом накрылся, у него случилось очередное видение от Зони. Пока мы шлялись по Саргасса, Талвин пыталась помочь нам с воздуха и наткнулась на имперцев, от которых ей пришлось удирать. Удрать не удалось, поэтому теперь она, Кронг и Зефир сидят в тюрьме Зордум. Клэнк говорит об этом Рэчету, и впервые за долгое время между ними начинает возникать серьезный конфликт. После всех наших скитаний, после всего, что мы успели увидеть и узнать за это время, Рэчет стал слишком сфокусирован на том, чтобы найти измеренитель и ломбаксов, и потенциальное воссоединение со своей расой и, быть может, даже родной семьей стало иметь для него слишком большое значение. Где-то глубоко внутри это у него всегда было, но все эти поиски разожгли этот огонь как следует. Плюсом к этому идет то, что каждый раз, когда Клэнк упоминает Зони, Рэчет ему не верит и думает, что робота глючит, и в целом-то не сказать,
сказать, что он здесь совсем уж не прав. Вряд ли бы вы отреагировали иначе на заявление о могущественных волшебных существах, которые видны только вашему другу, но не вам. И теперь, когда это желание Рэтчета найти измеренитель начинает достигать своей высшей точки, видения Клэнка, которые ведут в совершенно другом направлении, и его абсолютно обоснованные заявления о том, что устройство слишком опасно не только в руках Тахиона, но и вообще в целом, начинают идти вразрез с тем, что у Рэтча сейчас на уме, и он начинает срываться на Клэнке. Он перестает ему доверять и начинает забывать, что Клэнк не просто так является мозгами дуэта, и если тот что-то говорит, то лучше к нему прислушаться. Тем не менее, двое все равно отправляются в Зордум, но больше потому, что без координат планеты Джасинду им больше некуда лететь, свое недовольство чем Рэтчет демонстрирует абсолютно явно. По дороге сюда они попросили у Кворка чертежи тюрьмы, а тот предоставил им сразу целый план проникновения, как обычно великолепно нарисованный мелками и абсолютно на 100% рабочий. В тему нынешнему напряжению между нашим дуэтом, эта планета вся выглядит очень мрачно, давяще, здесь много красных тонов, кричащих об опасности, причем не только в самой тюрьме, побег из которой мы собираемся организовать. Чисто из-за этого это один из моих любимых уровней в игре. Помимо просто большого количества интересного платформинга, катания по рельсам, прыжков с высоты и прочих интересностей с передвижением типа ходьбы по гравидорожкам. Прорвавшись через непрерываемую защиту тюрьмы, мы наконец находим и вызволяем Талвин, которая хоть и благодарна за спасение, но всего одним простым вопросом она умудряется поставить нашего пушистого остряка в тупик. Wait, how did you even know we were here? Хотя не то чтобы это имело какой-то долгосрочный эффект, потому что он еще и по-прежнему упертый. А на полпути к выходу Талвин вообще решает от нас отделиться, чтобы вытащить Кронка и Зефира самостоятельно. Поступок прямо-таки фонтанирует логикой. С другой стороны, как-то же нужно было сэкономить время при разработке. Пока мы тут прохлаждались, капитан Кворк титаническим трудом выведал координаты Джасинду, где по идее сейчас должен находиться измеренитель, и мы срочно отправляемся туда. Каким-то образом об этом узнали и пираты и отправились за нами в погоню. Путь наш лежит в другой сектор галактики, и чтобы стряхнуть хвост, Рэтчет решает прилететь через близлежащую черную дыру. Но пираты достаточно безумны, чтобы проследовать за нами прямиком туда же, в очередной раз демонстрируя, насколько они круче как злодеи, чем Тахион и его армия. Особенно на контрасте с тем, как буквально только что они не потрудились даже преградить нашему дуэту путь до их корабля после того, как они выбрались из здания тюрьмы, не то что пуститься за ними в преследование в космос. Джасинду — это первый уровень, созданный для игры, и это видно сразу. Это огромная локация, под завязку набитая визуальными деталями, растительностью и масштабными видами. Вторжение пиратов создает повсеместный огонь, взрывы и прочие разрушения, а внизу еще и красивая шейдерная водичка, которой в 2007 грех было лишний раз не похвастаться. Все это явно задумывалось как один из визуально показных моментов игры наравне с ее же вступлением в Метрополисе. Это настолько масштабный уровень, что несмотря на то, что он был готов самым первым, он же дольше всех просто не влезал в системную память и вызывал серьезные проблемы со стабильностью и производительностью. И если причины этого не видны уже на моменте приземления, то вот босс-файт в конце уровня уже точно сделает их очевидными. Причина, почему Макс Аподжи привез измеренитель именно сюда, заключается в том, что Джасинду — это родная планета расы Керчу, на которую у всех существ во вселенной сильная аллергия, отсюда и название. И в один момент у нас на пути встают несколько таких Керчу, пилотирующих огромную меху и преграждающих нам дорогу к измеренителю. Уворачиваясь от встречных атак, нам приходится запрыгнуть на рельсы, которые от этих же атак постоянно рушатся прямо у нас под носом. Маршрут, по которому они нас проводят, открывает нам панораму на весь уровень целиком, а потом рельсы вообще переворачиваются и переходят к гравидорожке, бегая по которой мы сражаемся с боссом вверх ногами. Это одна из самых визуально впечатляющих вещей, что серия творила за свою историю до этой игры, да и сейчас это все еще выглядит внушительно. И сама битва тоже вышла вполне себе приличной. Она в меру сложная, но приколы с гравитацией несколько дезориентируют, а к таймингам некоторых атак босса потребуется немного адаптироваться. Когда он оказывается побежден, мы наконец-то заполучаем измеренитель в свои руки. Буквально на пару секунд, пока сюда не приходят пираты и не забирают его себе. И они снова показывают главному злодею, как правильно быть злодеем, взяв Клэнка в заложники и пригрозив его обезглавить, дабы Рэтчет им не помешал спокойно уйти. Робота они, конечно, быстро отпускают, когда получают желаемое, но это лишь значит, что теперь уже нам
нам приходится отправиться за ними в погоню прямо на их космическую базу. Если бы здесь не было Тахиона, то можно было бы легко подумать, что эта пиратская база — это последний уровень в игре из-за того, что он себя представляет. Это мрачное и темное место в красных тонах, которое одним своим видом говорит обходить себя стороной. Это уровень с традиционным для серии финальным скачком сложности, ведь пираты здесь уже более высокого ранга. И хоть мы с ними уже сражались на Джасинду, там в нашу пользу играли достаточно крупные пространства, к которым здесь контрастируют очень узкие коридоры, где уклоняться от встречного огня намного сложнее, да и пространство для любых маневров вообще сильно меньше, что заставляет подходить к каждой стычке более осторожно и изобретательно. В таких условиях проходят рядовые сражения с еще более многочисленными пиратами, сразу 2 мини-босс-файта и даже битвы на борту корабля, которые берут на абордаж матросы, а по сторонам из пушек расстреливают другие корабли. Я не устану говорить о том, насколько эти пиратские уровни выделяются на фоне остальных и тем самым выдавливают из игры ее же основного злодея. И это говорит лишь о том, что игра просто не успевает уследить за всеми элементами сюжета, что она же и ввела. И это же является ярким показателем того, где были приоритеты у команды и сценаристов изначально, до того, как масштаб проекта был урезан. По задумке, именно эта игра должна была называться Quest for Booty, а не то, что вышло между ней и A Cracking Time. Кульминацией здесь становится битва с самим Капитаном Шлаком, которая может быть не особо чем выделяется механически, но вот зато в смысле эффектности и комедии ей определенно есть что предложить. В общем, темном антураже локации огненные атаки пиратского капитана выглядят особенно круто, а его вечные пререкания с ржавым Питом заставляют улыбаться сквозь всю мрачную атмосферу. А сцена смерти капитана в конце настолько дурашливая в своей стереотипности, что даже спустя несколько прохождений я считаю ее одной из самых смешных в серии и каждый раз смеюсь с нее в голос. A bright light at the end of me dark tunnel. Oh, wenches as far as the eye can see, each with a pint of grog and a smile for old Slug. Fare thee well, cruel galaxy. Fare thee well. Captain? Captain? No! Why? Why? I suppose now that you're our new captain, you'll be needing one of them gimmicky pirate names. Пиратам всегда нужен капитан, поэтому раз Шлака больше нет, то его место придется занять Рэтчету. Ему это, конечно, не нужно, но его все равно никто не спрашивает. Что важнее, теперь дуэту в руки снова попадает измеренитель, но Клэнк по-прежнему очень настаивает на том, что устройство слишком опасно, и его не то что использовать не стоит, а его вообще нужно уничтожить. Это с новой силой возвращает напряжение между ними, и двое чуть не начинают из-за этого ругаться. Но тут внезапно объявляется еще один знакомый нам капитан, который все время ходит в зеленом, и опять отбирает у них измеренитель в своем порыве геройства, дабы избавиться от устройства и бросить его в какую-нибудь черную дыру. Однако речь же идет о капитане Кворке, который своим геройством чаще вредит, чем делает лучше. И он без всякой задней мысли усаживается в находящийся рядом экстренный шаттл, чтобы скорее выполнить свой план. Вот только этот шаттл всегда автоматически задает курс на ближайшую планету, а в нашем случае таковой является родная планета Крагмитов. Так что теперь нам приходится срочно лететь туда, пока Кворк случайно не отдал эту штуку Тахиону или еще чего не сотворил. И это очередное решение, лишь сильнее закрепляющее полную некомпетентность нашего главгада. Вместо Кворка своим внезапным появлением Тахион мог порадовать нас сам, что выглядело бы интереснее не только потому, что злодей наконец-таки сам серьезно опередил бы наших героев, но и потому, что это столкнуло бы его самого с пиратами, с которыми у него натянутые отношения. И это создало бы интересный треугольник из персонажей и фракций, которые все противостоят друг другу и хотят заполучить себе главный МакГаффин. Быть может, пираты и Рэтчет могли бы действительно объединиться на время, и нашему Ломбоксу пришлось бы воспользоваться своим новым титулом капитана. На самом деле, это могло бы пойти многими разными путями, и они все были бы интереснее, чем персонаж-комедийная отдушка, который сам случайно приносит главгаду то, что он хочет, при том, что этот самый гад за всю игру не достиг абсолютно ничего, и в итоге даже эту свою победу он не заслужил. При этом не поймите меня неправильно, я не ставлю своей целью разнести игру, на самом деле она мне весьма нравится. Я бы даже сказал, что Tools of Destruction одна из
моих любимых игр серии. Просто фишка в том, что хотя ее сюжет на поверхности кажется достаточно крепким, при более близком рассмотрении в нем можно найти весьма серьезное количество дыр и косяков. И хотя для серии такое вообще ни разу не в новинку, эти новые игры для PS3 уже стали преподносить свои истории как более глубокие и значимые. И пусть задатки для этого у них есть, из-за производственных трудностей у них не всегда получалось осуществить все задуманное. Потому и критика строже. Предыдущие игры не пытались рассказывать такие масштабные истории, поэтому там такие косяки прокатывали и иногда даже шли в плюс веселью, а вот отныне они стали целиться намного выше, и потому с них и спрос больше, удовлетворить который уже гораздо сложнее. Ну, в общем, как вы уже могли понять, да, на этой планете крагмитов, которая называется Рипор, происходит, во-первых, рядовой отстрел нескольких волн дрофидов вместе с Кронком, Зефиром и Талвин, а во-вторых, те самые предсказуемые события, о которых я только что сказал. Капитан Кворк натыкается на Тахиона, и тот забирает измеренитель себе. И даже сам этот триумфальный, казалось бы, для злодея момент умудрились превратить в посмешище, где он сам несколько раз не может включить треклятое устройство, наши герои просто стоят на месте и ждут, хотя могли уже 100 раз попытаться его отобрать. А когда у Тахиона все же получается его активировать, оно раскрывается в огромную несуразную шляпу, которая и была изначально задумана выглядеть смешно и по-дурацки. В сцене, которая должна быть чуть ли не одной из самых устрашающих во всей серии на этот ее момент. Комедии все-таки есть предел, если что. Справедливости ради, большие неприятности здесь все же происходят. С помощью измеренителя Тахион вернул крагмитов из измерения, в котором они были заточены все эти десятилетия, а сам эффект от такого масштабного межпространственного сдвига оказался настолько силен, что все вокруг начало рушиться, включая и мост, на котором стояли Ratchet и Clank, поэтому в итоге их разделило и оба упали в бездну. Просто так взять и погибнуть они, конечно же, не могли, в этих играх же нет урона от падения, еще бы, поэтому Clank после того, как очухался, при помощи Зони достаточно быстро нашел дорогу обратно, не без прощального видения от этих существ о том, что он еще понадобится Рэчету на Фастуне. Прям даже интересно, какое такое судьбоносное решение может нас там ждать. Самому Пушистому же приходится пробивать себе путь через пещеры, которые кишат крагмитами. И вот уже эти ребята одним только своим видом явно показывают, почему их в свое время вполне заслуженно боялись. Это, конечно, не самые мощные враги в игре в плане количества здоровья, хотя они близки, но вот их поведение в связке с количеством начинает доставлять серьезные сложности. Эти ребята очень любят телепортироваться по всему полю боя, поэтому попасть в них просто так весьма сложно, а ведь их при этом всегда существует несколько штук одновременно, за ними попробую следи. Только успел выдохнуть, разобравшись с одним, а он еще на много мелких особей разваливается, это вообще не прекращается. К счастью, на этом же уровне появляется оружие, которое наиболее эффективно против этих космических тараканов — электромагнитные сети. Ими можно выстрелить в выбранного врага, и они заключат его в станлок и начнут наносить небольшой постоянный урон, пока не истечет их время активности, давая возможность использовать против врага удобное вам оружие. Незаменимая штука в борьбе с крагмитами. Прорвавшись через пещеры, Рэчет воссоединяется с Талвин и ее роботами, но только Клэнка все нигде не видно, и вот уже это наконец заставляет его остановиться и в совершенно подавленном состоянии признать свою полную неправоту. Увидев своими глазами ту опасность, о которой Клэнк его предупреждал все это время, а потом еще и потеряв из-за нее же своего ближайшего друга, Рэчет наконец-то твердо усваивает один из главных уроков своей жизни. Клэнк всегда прав. Всегда. Конечно же, на самом деле с Клэнком все в порядке, и как раз в этот момент он возвращается ко всей группе. А это значит, что, во-первых, то, насколько хорошо Рэчет усвоил этот урок, в будущем еще подвергнется проверке, и во-вторых, после такой краткой, но тяжелой разлуки, самое то взять бы и по-дружески обняться, но оказывается, что на них тут смотрят, так что лучше отложить это на потом. Время еще будет. Тем более, что Тахион со своим новым подкреплением решил захватить планету Иглия, которая является центром сопротивления его империи, и которую он не мог покорить годами, о чем игра говорит лишь текстом в описании планеты, снова спрятав важный лор куда подальше. И в кои-то веки нам дают увидеть, что Тахион — это вообще-то серьезная опасность для галактики, а не просто слюнтяй, который самостоятельно ничего добиться не может. Повсеместные разрушения и огонь уступают в масштабах разве что самому вступлению в Метрополисе, а армия дрофидов полностью сменилась крагмитами. Угадайте, кто следующий после пиратов будет держать на Тахиона обиду. В пещерах у нас был лишь пробник, а вот здесь уже придется сразиться
сразиться с куда более значительным количеством этих вредителей, что делает этот уровень одним из самых сложных в игре, каким он и должен быть. Кричащий на пределе оркестр в сочетании с быстрым и резким битом как нельзя лучше вписываются в общую атмосферу тотального хаоса и потенциального вселенского апокалипсиса, который мы пытаемся остановить. Как минимум из-за такого настроения, что нагнетает этот уровень, он был действительно нужен и игре, и особенно самому злодею. Другое дело, что сюжетно он не выполняет никаких функций. Да, здесь нам приходится в очередной раз зачем-то спасти Кворка, который в итоге все равно в своем стиле прячется в подсобке до самых титров. И да, мы вроде как отражаем нападение крагмитов, но как бы... И ладно, примечателен здесь только момент, когда Клэнк говорит, что Зоне сказали ему, что Тахион направляется на Фастун, и Рэчет, уже наученный опытом, без сомнений верит ему, так и должно быть. И часть меня думает, что именно ради этого весь уровень и делался изначально. Я, конечно, не против, потому что как уровень он получился очень даже приятным, но вот именно сюжетно он и еще половина следующего уровня скорее просто тянут резину, ибо состоят они из почти непрекращающейся пальбы, демонстрирующей наши попытки противостоять силам Тахиона. Все. С другой стороны, а как иначе, если из 6 последних уровней 4 были посвящены пиратам, а не Тахиону, а теперь игре внезапно нужно перевести весь фокус на главгада, потому что уже вот-вот пора закругляться. Приходится торопить вообще все события и ужимать все как можно плотнее, сложив большую часть задач по нагнетанию напряжения на геймплей. Поэтому же, когда мы возвращаемся на Фастун для финального боя, первая половина уровня — это минут 15 сплошной стрельбы, справедливости ради весьма качественно сделанной и ставящей вас в достаточно разные ситуации, чтобы не успеть совсем уж осточертеть, но сам факт это не отменяет. И ощущению всей этой спешки вообще не помогает кат-сцена, в которой Тахион начинает объяснять свою мотивацию и зовет нас на битву с самим собой, потому что сам Тахион здесь даже не появляется в кадре, а просто пищит своим мерзким голосочком через громкоговоритель на своем корабле. Когда происходит такое, это почти всегда знак, что разработчики пытались сэкономить на анимации время, которого у них совершенно точно не было, потому что эта кат-сцена явно была одной из последних в производстве, что бьется с весьма серьезным изменением сценария финального акта игры. По изначальной задумке Талвин предала бы Рэчета, украв измеренитель и отдав его в самом конце Тахиону в надежде снова увидеть своего отца. В итоге этого очевидно не произошло, и устройство оказалось в руках злодея намного раньше, что само собой изменило и дальнейшую последовательность событий вплоть до текущего момента. В конце концов, вся наша компания добирается до двора Азимут, где Тахион забил нам стрелку. И наконец-то злодей применяет тот рычаг давления, что у него был все это время, в красках расписывая, какое удовольствие ему доставляло уничтожение этой планеты и в особенности отца самого Рэчета, дав нам понять, что с ним стало, и предлагая нашему герою избежать этой участи, открыв портал прямо в измерение, в которое бежали ломбаксы. При всем психологическом давлении свой выбор он делает весьма быстро. If I leave you with the Dimensionator, no one will be safe. Not the Lombaxes, not my friends. I'm not going anywhere until it's destroyed. Финальная битва, которая здесь начинается, может и не самая зрелищная в серии, но она определенно заставит вас немного попотеть. Что хорошо, потому что Тахиону нужны любые средства, чтобы выглядеть сильным злодеем. Он и его громоздкий трон не могут похвастаться особой мобильностью, поэтому они очень больно бьют. Лазеры и волновые атаки нужно избегать как огня, что делают сложнее мелкие роботы, которыми Тахион заполняет арену. А в один момент измеренитель ломается и нас всех телепортирует на какой-то астероид в другом измерении, который постепенно рушится от атак злодея, чем делает битву все сложнее с ходом времени, уменьшая размер арены. Особенно с учетом того, что у самого Тахиона запас здоровья вообще не фиговый, и если у вас нет Райна, то вам придется использовать большую часть своего арсенала, чтобы его одолеть. Как только мы это делаем, он, конечно же, начинает кричать и про свое величие, и про то, что только он знает истинное предназначение Рэчета, его настоящее имя и всякое подобное, что обычно делают побежденные злодеи, прежде чем он падает в портал, ведущий в еще одно измерение, откуда ему самому уже не выбраться. Да и фиг бы с ним, а то надоело уже пищать. За исключением одной страницы в комиксе мы его больше не увидим. Сейчас важнее, что измеренитель все еще сломан и уже начинает понемногу рвать пространственно-временной континуум или что-то типа того, но на помощь приходит та самая шестигранная прокладка, которую нам дал водопроводчик, и ее хватает, чтобы стабилизировать устройство и вернуть ребят обратно домой. И, казалось бы, идиллия. Ржавый Пит практикует на капитане Кворке свой концепт школы пиратства,
производства, Кронк и Зефир дурачатся со сломанным измеренителем, нам открывается абсолютно классический для серии и ничем особо не выделяющийся режим испытания, а Рэтчет борется со своим экзистенциальным кризисом, родившимся на фоне последних слов Тахиона. Вот только здесь же происходит одна из самых противоречивых вещей во всей серии. К Клэнку вновь приходят Зони, однако на сей раз они объявляют свое присутствие для всех. Они вводят робота в некий транс и уводят его с собой в неизвестном направлении, потому что... И финальный кадр показывает всех остальных с опустошенными лицами, пока камера медленно отдаляется в космос и экран уходит в затемнение. Вслед за чем начинаются титры с музыкой Кайфатрона. Фиг с ним даже с тем, что игра в принципе заканчивается на клиффхенгере. Ввиду того, насколько изменчив и продолжителен процесс разработки любой игры, здесь такие штуки в принципе работают хуже, чем в кино или сериалах, потому что разрешение конфликта люди могут ждать годами. Но это еще и плохой клиффхенгер, оставивший игроков разочарованными и в каком-то смысле даже обманутыми, что впоследствии признал и сам Ти Джей Фиксман. Самое очевидное — это, конечно, безумный диссонанс между весьма печальной нотой, на которой заканчивается игра, и веселой дискотекой, что начинается буквально сразу же после. Я честно не понимаю, как вот это прошло через десятки и сотни людей, через креативных директоров и самого главу Insomniac, через представителей Sony, через всех этих больших шишек, и никому это не показалось как минимум странным. Не говоря уже о том, что сам клиффхенгер возник просто из ниоткуда. Основная угроза уже ликвидирована, все хорошо, все празднуют и отдыхают, и тут бац, и вот это. Даже при том, насколько было очевидно на протяжении всей игры, что Sony должны играть какую-то серьезную роль, и своим присутствием здесь они явно не ограничатся, за все время от них не поступило совершенно никакой индикации, что Клэнк им вот настолько интересен. А вот теперь у него, оказывается, есть какое-то свое предназначение и все такое, и откуда это вообще взялось? При этом я не говорю, что без этого клиффхенгера все было бы лучше. Может быть, конечно, и так, но с кое-какими правками сценария можно было бы заставить работать и его. Если бы самим Sony на протяжении игры уделялось больше внимания и экранного времени, чтобы к этому моменту получилась какая-то внятная подводка, это уже могло бы заметно смягчить этот эффект внезапности и сделать сам момент более обоснованным. Или можно было изменить ход некоторых финальных событий, чтобы вся концовка имела такой меланхоличный тон. Что-нибудь. Хотя я и понимаю, что учитывая, через что проходила игра в процессе создания и какая непростая задача досталась Фиксману, просить внести еще какие-то изменения начинает звучать уже почти бестактно. Но это же подчеркивает и проблему подхода самой Insomniac. Одной из задач, что ставила перед собой студия, приступая к созданию всей саги Future, было уйти от создания сюжета и лора прямо на лету и начать объединять все это в более удобоваримую и целостную вселенную, что взамен позволило бы создавать более сильные истории. И цель-то абсолютно здравая и благая, только проблема в том, что Insomniac подошла к ее реализации примерно так же, как и обычно, дав себе едва достаточно времени, чтобы преуспеть хотя бы как-то, вместо того, чтобы притормозить, более вдумчиво все распланировать и не торопясь дойти до финиша. И судя по тому, что у этой игры был самый длинный производственный процесс в серии до выхода Rift Apart, и за исключением All for One, потому что там весь концепт игры совершенно другой, и даже при этом увеличительное стекло обнажает такие зияющие дыры в ее структуре, Tools of Destruction такое дополнительное время явно не помешало бы. Но Insomniac опять поторопилась и утонула в собственных амбициях, которые даже при всем желании невозможно было реализовать в те сроки, что студия перед собой ставила, и рано или поздно это должно было привести к последствиям. Даже в том урезанном виде, в котором игра дошла до релиза, она все равно требовала от студии слишком много сил и времени, чтобы успеть выйти в срок, особенно с учетом того, что большую часть времени она делалась в условиях нехватки рук, и новых людей нанимали постоянно, вплоть до последних 3 месяцев до релиза, а то, что из игры пришлось вырезать, на сей раз было куда более серьезным и масштабным, чем раньше, и вот за эти нарушенные перед издателем обещания пришлось отвечать. Это означало, что тот план серии, который Insomniac выстраивала изначально, пришлось срочно менять, и в итоге вся изначальная затея с более продуманной и связанной вселенной снова превратилась в попытки успеть сделать хотя бы что-то приемлемое к дедлайну, которые сначала из-за сдвига в расписании, а затем из-за еще более серьезной угрозы стагнации серии и призванных решить это
этот вопрос спин-оффов в конце концов и привели к тому, что вся эта сюжетная линия с поиском ломбаксов, измерениями и всем прочим продолжается до сих пор. И справедливости ради, я бы сказал, что несмотря на все это, в общем и целом реализовать задуманное у студии получилось. При всех косяках, странностях и недосказанностях в итоге вышла все равно в целом весьма внятная, логичная, последовательная и интересная история, что в рамках всей серии, что в рамках Tools of Destruction конкретно, хотя в случае с ней действительно лучше не вдаваться в детали, потому что она начинает от этого разваливаться особенно сильно. Что служит хорошим показателем умения и Insomniac как студии, и Брайана Алгайера как креативного директора серии и человека, который задумал всю эту эпопею, растянувшуюся на много игр, и Ти-Джея Фиксмана как вечно заваленного работой начинающего сценариста быстро адаптироваться к изменениям в рабочих процессах и превращать их в преимущество. Уже на то время Tools принадлежала к постепенно умирающему виду игр, и то, что студия решила пойти на такой рискованный ход, несмотря на все сложности, связанные с ним, на мой взгляд, заслуживает большого уважения. И этот же риск, сложности и их последствия в итоге стали частью Tools of Destruction, потому что все это стало основой для того, куда серия стала идти впоследствии. Сюжетный замысел дал нам целую сагу, которая, во многом из-за вмешательства других проектов, продолжается до сих пор, а сложности разработки игры изменили ее ход практически с самого начала, и первым плодом нового плана стала игра, которая изначально вообще не должно было существовать. Свой отдельный выпуск, правда, она никак не заслуживает, так что заварите себе еще чайку, мы еще не закончили на сегодня. В общем, в самом начале разработки Tools of Destruction Insomniac наобещала Sony, что в игре будут онлайн-мультиплеер и кооперативный режим, которые издателю были очень нужны. Но, как мы знаем, их в итоге не случилось. И когда посреди маркетинговой кампании Insomniac пришла к Sony со столь дурными вестями, издатель ожидаемо был разочарован. Insomniac пришлось договариваться насчет того, как она может загладить свою вину. И в итоге все сошлись на том, что бессонным придется заказать еще несколько грузовиков с кофе и энергетиками, чтобы выпустить другую игру, которой в изначальном плане не было, и эта игра все еще должна использовать какие-нибудь значительные преимущества новой консоли. Итогом стала Ratchet & Clank Future Quest for Booty, которая была первой загружаемой игрой студии, а на то время загружаемый контент как раз был новым и диковинным концептом, PlayStation Store только начинал свое существование и все такое прочее. Хотя спустя время в некоторых регионах у игры таки появился дисковый релиз, так что строго DLC ее уже тоже особо не назовешь. Как бы то ни было, при создании этой игры Insomniac поставила перед собой несколько целей. Во-первых, нужно было как-то адресовать клиффхенгеры с Tools, раздосадовавший многих игроков. Во-вторых, производство этой игры должно было быть как можно более эффективным, чтобы меньше времени уходило на создание новых ассетов и систем. А все потому, что пункт номер 3. На 2009 у студии уже была запланирована RNC Future 2, ставшая A Crack in Time, и внезапно объявившуюся Quest for Booty можно было использовать как тестовый полигон для обкатки новых механик, которые планировались для RCF 2, чтобы сократить время препродакшена той игры. И если последний пункт заставил вас поднять бровь в недоумении, то это вполне разумная реакция, потому что хоть над Quest for Booty и работала небольшая команда, игра все равно планировалась на 2008, а в том же году Insomniac уже собиралась выпустить Resistance 2, над которой в то время как раз работало большинство сотрудников. Кто в это время работал над A Crack in Time? Хороший вопрос. Даже если там кто-то и был, то в студии всего работало 175 человек, и пара людей на препродакшене вряд ли могли бы сделать что-то значимое. Создание целой новой игры, какой бы маленькой она ни была, не могло заменить подготовку для другого, гораздо более крупного и значительного проекта. И в итоге из-за Quest for Booty очень серьезно сократилось общее время производства Crack in Time. Настолько, что ее основной продакшн длился всего лишь 9-10 месяцев, а из всех написанных для игры диалогов до релиза не дожила целая половина реплик. Вот настолько Insomniac пришлось в очередной раз торопиться. Но зато как минимум одну из своих целей игра выполнила точно, ибо она вся целиком посвящена пиратам, и все, что с ними связано, удалось перетащить напрямую из Tools of Destruction. Игра начинается спустя год после похищения Клэнка. Ratchet и Talvin все еще усиленно его ищут. Они воспользовались Айрис и выяснили, что был один пират, капитан Ангстрём Дарквотер, который очень много знал о зоне, и затем отправились по его следу, чтобы разузнать об этой связи побольше. Это привело их на планету Мергедро, населенную пиратами, где они наткнулись на ржавого Пита, который все еще страдает по своему старому капитану, и его команду, которая отказывается воспринимать его всерьез. И правильно делает. Только быстро оказывается, что, во-первых, Дарквотер уже 100 лет как мертв, а во-вторых, пусть Ratchet и убил капитана Шлака, а потому должен был занять его место, пираты его своим капитаном все равно не считают. Видимо, обиделись, что он их сразу же бросил или что-то в этом роде. Поэтому его выстреливают из пушки, и ему приходится снова
сражаться с пиратами. И игра прямо со старта даже не пытается скрывать, что ее и делали наспех, и что вам в ней не придется провести много времени. Как только вы возьметесь выбирать оружие, вы сразу же увидите, что у вас прямо сходу заполнена целая страница на колесе, а все пушки здесь прибыли прямиком из Tools и уже сидят на 3-м уровне. Все потому, что эта игра длится всего примерно часа 3, она является прямым продолжением Tools, а вам за это время нужно успеть прокачать имеющееся оружие, что особенно важно в контексте того, что в этой игре нет режима испытания. Зато она уже насовсем вернула в серию выбор уровня сложности, так что хотя бы за одну вещь ей сказать спасибо таки стоит. Наверное. Ничем хорошим, однако, эта битва с пиратами не заканчивается, и Ratchet и Stalvin второй раз выстреливают из пушки, на сей раз отправив их на удаленный остров Хулифар, где мы проведем значительную часть игры. Одна проблема. С выстрелом у нас из карманов вылетело все оружие, и даже апгрейды с пушек тоже каким-то образом свалились и осели по всему острову. Это значит, что на сей раз прогрессия стала частично завязана на исследование, а пока у нас в руках только ключ, нужно как-то сделать геймплей интереснее. Встречайте Millennium 12, новую модель ключа, у которой появилась функция привязки к объектам. Благодаря ней у ключа может отсоединяться голова, чтобы цепляться за удаленные платформы и предметы, чтобы двигать их. А еще с помощью ключа теперь можно брать небольшие объекты и носить их с собой. Все это будет активно использоваться в головоломках, на которые Quest for Booty делает заметно больший упор, чем обычно. И я бы не сказал, что это плохо. Новые возможности ключа позволяют создавать новые интересные ситуации. В одних местах вам нужно создавать самим себе путь, расставляя платформы в подходящем порядке. Причем иногда это происходит даже на гравидорожках. В других вам нужно кидаться огненными камешками в заборы, чтобы их сломать, но подождите пока скучать. Здесь есть очень крутая секция на рельсах, где вам нужно переключаться между дорожками и вместе с этим успевать пробивать себе путь, что требует некоторых рефлексов. А еще одно нововведение, связанное с этим, касается движка, который стал поддерживать более динамический свет. Поэтому теперь в игре есть заметное количество очень темных секций, где бегают всякие биолюминесцентные существа, которых можно хватать ключом и освещать себе путь, а в критичные моменты решать, что сейчас важнее – свет, совершение ключом другого действия или же сражение с врагами. На столь небольшую игру это достаточно серьезное количество изменений, которые заставляют ее ощущаться весьма иначе в сравнении с другими играми серии. А я ведь еще даже не начал говорить о ее структуре. Спустя несколько минут после того, как мы приходим в себя на острове, мы находим поселение, где живут местные мирные жители. Нас встречает его мэр, который в ответ на объяснение нашей ситуации говорит, что сигнальная вышка, с помощью которой остров поддерживает связь с внешним миром, сломалась, и мы вынуждены взяться за ее ремонт. В итоге нам приходится бегать по всему острову и в любом удобном нам порядке запускать вспомогательные вышки, которые затем позволят включить основную. Все они ставят перед вами немного разные головоломки, связанные с передвижением, чем сохраняют хоть какое-то разнообразие геймплея, несмотря на то, что зона достаточно большая и продолжительная, чтобы к ее концу игра была пройдена уже примерно на треть. И даже тогда у нас в инвентаре все еще будет только один ключ. С планеты мы за всю игру вообще ни разу не улетим, а это вызывает вопросы о том, на кой черт здесь вообще нужны ящики, из которых вываливаются болты, которые на первый взгляд вообще некуда тратить. На самом деле, по счастливой случайности, на острове с нами оказался контрабандист, у которого всегда есть какая-нибудь нужная для продвижения вещь, за которую он просит денег. Вот, в общем-то, и наша единственная статья расходов. В игре даже ни одного полноценного вендора нет. Отдав ему выкуп за деталь рычага, мы наконец запускаем главную вышку, и мэр острова соглашается нам помочь. Он показывает нам обсидиановое око, мощнейший телескоп во вселенной, который Darkwater использовал, чтобы связываться с Зони. Загвоздка в том, что для того, чтобы его активировать, нужен специальный источник питания – опорная звезда, которая, по идее, должна быть в сокровищнице покойного капитана. А раз мы только что подняли на острове сеть, с нами на связь внезапно выходит ржавый Пит, который вообще ни разу не подозрительно предлагает нам помощь в наших поисках. What? Can a pirate who's never told the truth in his life go blatantly out of his way to help the Lombax who killed his best friend and captain? Зато он впервые хотя бы честен. Еще одна из вещей, которые в этой игре эволюционировали по сравнению с Tools, хотя их об этом никто не просил, это разветвленные диалоги. Они все еще выглядят настолько же странно, как и раньше, и по большей части все еще состоят лишь из допросов NPC о всяких деталях лора. Однако на сей раз вам дают возможность отвечать на реплики других персонажей, и иногда доступные варианты ответа весьма смешны в своей абсурдности. Например, здесь можно просто всем грубить налево и направо. Это, конечно, совершенно никак не вяжется с тем,
какой личностью к этому моменту стал Рэтчет, но сам факт, что так вообще можно делать, вполне себе доставляет. В любом случае, нашему новоиспеченному дуэту приходится воспользоваться помощью Ржавого Пита, чтобы добраться до сокровищницы Дарквотера, спрятанной глубоко внутри местной системы пещер. Далеко уйти, однако, мы не успеваем, потому что первая же дверь, через которую мы пытаемся пройти, ломается, и Талвин, которая уже успела переступить через порог, оказывается от нас отрезана. Она просит Рэтчета пообещать, чтобы он потом за ней вернулся, и у нас зачем-то появляется выбор, давать ей слово или нет. Я все время нахожу это странным, потому что хоть вариант не обещать и позволяет вам продолжить отыгрывать роль подонка-грубияна, но это тот выбор, который идет фундаментально вразрез с тем, в кого к этому моменту превратился Рэтчет. За все эти годы, и особенно на фоне концовки Tools, он научился ценить своих друзей и уже давно перестал быть эгоистичным придурком, который просто так взял и бросил бы кого-то. Особенно глупо это выглядит в игре, в которой Рэтчет сам ищет своего самого близкого друга. При этом технически-то вы этот выбор делаете даже не здесь, а уже на обратном пути, где вы можете или взорвать дверь и вернуться за Талвин, или же просто пройти мимо, что могло бы выглядеть как крутое новшество для серии, но это та ситуация, где возможность выбора все делает лишь хуже. А обходной путь, которым пришлось идти Рэтчету и Питу, чуть не обошелся Insomniac в кругленькую сумму. Вторая дверь закрыта на замок, чтобы открыть который, капитану Шлаку на палке нужно спеть отрывок песни мертвых. На самом же деле это детская песня про маленький чайник, написанная еще в 1939 году, и из-за ее возраста и популярности студия предположила, что песня является общественным достоянием. Однако на нее, как оказалось, все еще действует авторское право, поэтому в итоге ребятам пришлось во внесудебном порядке улаживать с юристами вопросы ее использования. Well, now we know what the BS stands for. После не то чтобы продолжительных блужданий по пещерам в темноте, мы наконец добираемся до места, где похоронен Дарквотер. Есть только одна небольшая проблема. Когда Дарквотер был еще жив, его главным помощником был Шлак, который постоянно поглядывал на владение своего капитана, и в особенности на опорную звезду. Поэтому он решил защитить свое нажитое, прокляв свое тело и душу, опасаясь худшего. И не напрасно, потому что Шлак в итоге поднял мятеж и убил Дарквотера. Так что теперь любой, кто побеспокоит его труп, глубоко об этом пожалеет. Это все к тому, что планом Ржавого Пита всю дорогу было вернуть Шлака к жизни, прикрутив его голову к телу Дарквотера. Этим он, конечно же, активировал проклятие, и теперь мы сталкиваемся лицом к лицу с привидениями робопиратов. Либо ты умираешь героем, либо я уже не знаю, какой это уровень пост-мета-иронии, но да, теперь у нас есть призраки пиратов, и я не знаю, что с этим делать. А Дарквотеру со Шлаком теперь приходится жить вместе в одном теле и регулярно враждовать, пока Ржавый Пит вынужден их утихомиривать со стороны. Без комментариев. При этом сам он по-прежнему не то чтобы прям злодей, просто он слишком любит своего капитана, не в этом смысле, а к Рэтчету он никакой вражды не испытывает, что, кстати, странно, ведь он Шлака и прикончил. Поэтому перед тем, как оставить нас наедине с толпой пиратских призраков, он отдает нам наш же пистолет, где, к счастью, больше одного патрона, и бомбы, и примерно так в этой игре мы получаем оружие. Нам просто выдают его по сюжету, что ощущается весьма-таки странно и не приносит никакого чувства удовлетворения. Вот в один момент у вас оружия нет, а теперь оно просто внезапно есть, и вашей заслуги в этом никакой нет. Зато хотя бы апгрейды для оружия нам нужно искать самостоятельно во всяких укромных уголках. Не то чтобы эти улучшения сильно на что-то влияли, и не то чтобы они были особо хорошо спрятаны, два из них вообще сидят в одной пещере, тупо разделенные одной дверью, но сам факт уже хотя бы немного интересен. Похожую тему впоследствии применили в A Cracked Time с ее конструкта оружием, только там этот концепт во всех аспектах развили гораздо дальше. И, честно говоря, начиная с этого момента здесь больше особо нечего расписывать в деталях, то есть всю вторую половину игры, просто потому что ничего примечательного до самого конца не происходит. Вернувшись из пещер, мы защищаем остров от нападения проклятых пиратов, потом платим контрабандисту, чтобы добраться до бухты Дарквотера, где тратим кучу времени на элементарные головоломки, с помощью которых капитан наивно пытался защитить вход в свою сокровищницу. Как и гласила найденная нами ранее карта, опорная звезда действительно находится здесь, но Рэтчет, побежав к ней сломя голову, попал в ловушку, а Талвин без особого сопротивления с ее стороны увели с собой пираты. Снова поблуждав по темным пещерам, мы выбираемся наружу и вместе с контрабандистом отправляемся в погоню за пиратами. Догнав их на море, мы освобождаем Талвин, и после, стоит признать, весьма эпичной и круто поставленной битвы, где мы постоянно летаем между разными пиратскими кораблями, мы наконец побеждаем Дарквотера, или Шлака, или кто бы это уже ни был, и уже окончательно заполучаем себе звезду. The end. Wanna hear it again? I didn't want to hear it the first time, ye mangy old bucket of balls. All right, all right.
No need to get cross. С ней Рэчет и Талвин возвращаются обратно на остров и активируют обсидиановое око, которое показывает Зони и Кленка в каком-то неизвестном темном месте. Наш робот определенно немного не в себе и говорит всякую бессмыслицу, но Зони говорят, что некий доктор сейчас все приведет в порядок. Тут же открывается входная дверь, и нашим врачом оказывается никто иной, как доктор Нефариус, что есть весьма интересный и интригующий поворот событий, который определенно дает хорошую причину ждать A Crack in Time, и который выполнен очень даже в духе этого Нефариуса. Его появление здесь вряд ли можно было угадать, что вполне соответствует его тенденции всегда быть на шаг впереди и выдумывать планы, которые застают наш главный дуэт врасплох, но при этом иногда он бывает дурилой, и его абсолютно глупое падение с лестницы сразу об этом напоминает. Это отличное введение персонажа, показывающее все основы, которые нам нужно о нем знать, которое плюс ко всему еще и уложилось меньше, чем в минуту экранного времени. Круто! Есть только одна проблема. Вы же заметили, как я только что всю вторую половину игры уложил всего в несколько предложений, да? Хотя я же отдельно это обозначил, как это можно было не заметить? Не суть. Суть в том, что если бы не описание геймплейных особенностей, то ровно то же самое я мог бы сделать и с первой ее половиной. И тогда бы получилось, что все события Quest for Booty уместились бы всего в пару абзацев, и всю эту игру можно было бы свести просто к вступительной катсцене в A Crack in Time, что уже само по себе звучит весьма грустно, особенно на фоне некоторых интересных геймплейных находок, но чем глубже копаешь, тем еще печальнее вся ситуация становится. Почти единственный действительно важный сюжетный момент этой игры — это ее заключительная катсцена, вводящая Нефариуса. И если бы Insomniac не торопилась бы, так сильно, то сей вот этот поворот можно было бы показать, угадайте где? Правильно, в заключении Tools of Destruction, и тем самым превратить ее хреновый клиффхенгер, оставивший людей в недоумении, в интересный твист, который только поднял бы интерес игроков к следующей игре лишь самим фактом возвращения столь любимого публикой злодея. Причем здесь спешка? А при том, что она же привела к тому, что Фиксману пришлось продумывать историю прямо на ходу, и к моменту, когда Tools уже пора было отправлять в релиз, затеи включить сюда Нефариуса просто не существовало. Из-за этой спешки вся идея продуманной и связанной вселенной полетела коту под хвост. И в итоге все игры эпохи PS3 пришлось клепать точно так же на лету, как и во времена PlayStation 2. Только на сей раз жонглировать приходилось намного большим количеством деталей, персонажей, сюжетных линий и связывать все это друг с другом. И все это в те же самые, а иногда даже еще более сжатые сроки, что и раньше. В результате это, конечно же, принесло больше вреда, чем пользы. Из-за того, что добрых 3/4 2008-го студии пришлось в спешке рожать Quest for Booty, а не тратить это время на спокойную и размеренную подготовку к продакшену A Crack in Time, в итоге эта спешка перекинулась и на производство той игры, которая с самого начала была запланирована как Future 2 с релизом в 2009, но по факту она стала уже Future 3 и вышло все в том же 2009. Все стадии производства пришлось сильно ускорять из-за времени, потерянного на Quest for Booty. Сюжетные и лорные вещи, которые Tools of Destruction тизерила с целью раскрытия в следующей игре, в итоге пришлось частично урезать, просто чтобы успеть выпустить игру вовремя. По словам самого Ти-Джея Фиксмана, хоть в A Crack in Time в итоге и вошли 10 тысяч диалоговых реплик, еще 10 тысяч сверху этого были просто вырезаны. И получается, что это внезапно возникшая Quest for Booty, с помощью которой Insomniac хотела каким-то образом сэкономить время и помочь подготовке следующей игры, которая на самом деле планировалась к релизу, стала мешать обеим играм, что ее окружают. И не только потому, что она заставляет Cliffhanger Tools выглядеть еще более нелепым, а A Crack in Time по дороге к релизу потеряла гораздо больше, чем должна была, но и потому, что своей попыткой показать ход поисков Кленка подробнее, она и этот отрезок времени длиной в 2 года превратила в какую-то шутку. Ее действие разворачивается спустя год после Tools, и все ее события можно пересказать за пару минут. Отсюда вопрос: а чем вообще Ratchet и компания занимались весь год до этого и еще год после, если именно вот эта история — это самое интересное из всего процесса поиска? Иногда действительно не стоит вдаваться в детали, потому что это может наоборот создать лишь больше вопросов, отвечать на которые станет уже намного сложнее. При том, насколько я считаю Quest for Booty механически классной игрой в вакууме и интересным экспериментом над устоявшейся формулой серии, в контексте остальных частей она очень быстро начинает выглядеть как белая ворона, при взгляде на которую невольно начинаешь задаваться вопросами вида: а что если этой игры бы не было? Что если бы Tools и A Crack in Time получили бы больше времени разработки? Что если бы не эта филлерная игра была последней работой композитора Дэвида Биржо в этой серии, а следующая за ней A Crack in Time, которая задумывалась как заключительная игра всей франшизы вообще, и которая в итоге
итоге таковой пусть очевидной и не стала, но в глазах многих она все равно считается чуть ли не лучшей игрой в серии, далеко не в последнюю очередь за то, что она сделала с сюжетом и повествованием. Про музыку у нас в следующий раз отдельная дискуссия будет, кстати. Что если. Вот этот момент про последнюю игру в серии, кстати, сам по себе вызывает достаточно много вопросов. Есть вероятность, что из-за всех сдвигов, произошедших на производстве Tools of Destruction и с настолько сильно урезанным сценарием A Crack in Time, в последний на самом деле изначально планировалось завершить начатую сюжетную линию, но в итоге на это просто не хватило времени, и игра в целом-то ничего не завершила, поэтому для нее пришлось сделать отдельный эпилог в лице Into the Nexus, вышедший в 2013. С другой стороны, в январе 2009 Insomniac открыла свой новый офис в Северной Каролине, и буквально сразу же маленькая команда в этом новом офисе приступила к созданию игры, которая затем станет известна как Ratchet & Clank All for One и выйдет в октябре 2011, спустя практически ровно 2 года после релиза A Crack in Time. То есть к моменту выхода последней над All for One уже трудились практически 10 месяцев. И тут уже возникает вопрос, насколько честной была Insomniac, когда называла A Crack in Time последней в серии. Имелась ли в виду вся франшиза целиком, или же это была уловка, и на самом деле подразумевалось, что это будет последняя игра в саге Future, потому что второй вариант-то как раз отражает действительность. И All for One, как рассчитанная в первую очередь на кооперативное прохождение игра, как раз могла быть способом Insomniac таки сделать обещанный ранее мультиплеер. Только в ее случае это было уже на волне отзывов об A Crack in Time, которые хоть и были крайне хвалебные, но люди уже говорили, что серия начинает стагнировать, а это было идеальным оправданием снова устроить ей встряску, особенно на фоне начавших падать продаж, которые для независимой на то время студии имели большее значение. В итоге, пока студия пыталась с помощью таких экспериментов вдохнуть в серию новую жизнь, эпилог A Crack in Time, призванный закрыть ее сюжетную линию, отъехал до самого конца поколения PlayStation 3. Настолько конца, что игра вышла всего за несколько дней до старта продаж PS4, а следовательно была нафиг никому не интересна на волне хайпа, поворвавшейся прямо с ноги в 8-е поколение консоли. В том же 2013-м, еще до релиза Into the Nexus, был анонсирован полнометражный мультфильм, который должен был выйти в 2015-м, а одновременно с ним и игра по мотивам, в итоге окончательно разделившая и без того враждующую фанбазу. При этом у Insomniac в это же время в производстве была Sunset Overdrive эксклюзивно для Xbox One, но с помощью какой-то черной магии студия вновь вытянула 2 больших проекта одновременно, только чтобы потом выяснить, что мульт откладывается на целый год, поэтому и игре пришлось все это время тупо сидеть и ждать своего момента. Потом ребята взялись за свою первую игру про Человека-паука, параллельно с которой они делали всякие мелкие проекты для VR, для смартфонов и просто маленькие игры для души. И все пока одна из основных тем, начатых в Tools of Destruction, так и оставалась неразрешенной все это время. И только вышедшая в 2021 году Rift Apart наконец снова за нее взялась. И быть может мы даже увидим разрешение сюжетной линии поиска ломбоксов еще до того, как у нас появятся внуки. В этом как раз одна из главных проблем игр, в которых история растягивается на несколько частей. Конечно, всегда круто видеть подобный размах и масштаб, и при грамотном исполнении из этого могут получаться абсолютно эпичнейшие произведения, но обратной стороной этого являются часто непредсказуемые условия разработки, которые могут растягивать эти серии на очень длинные отрезки времени, значительно менять ход событий или вообще все вместе. Как раз продолжительность разработки стала одной из причин, почему, например, студия Santa Monica решила не делать из перезапуска God of War трилогию, а запихнула в Ragnarok сразу 2 игры. Просто потому что иначе от выхода первой части до последней прошло бы лет 10. Разрешение одного из основных вопросов Ratchet & Clank фанаты ждут уже 16 лет, в конце года будет уже 17. И как бы Insomniac не удивляла всех вокруг своей абсолютно неестественной продуктивностью и способностью выпускать поистине крутые проекты чуть ли не ежегодно, даже эти ребята не настолько волшебники, и это ожидание затянулось так надолго как раз в основном из-за вот таких изменений в разработке каждого проекта. Если бы все всегда шло по плану, кто знает, может мы уже бы увидели финал, но так просто не бывает. Ни с кем. И Insomniac не просто не исключение, а я бы сказал, она подвержена этому даже больше других именно из-за своей продуктивности. И это все не в укор ни самой студии, ни конкретно тем людям, что отвечают за направление серии. На самом деле, я считаю, что при всех этих, казалось бы, почти невозможных испытаниях команда справилась блестяще, и за те результаты, которые ребята выдали, несмотря ни на что, им стоит медаль вручить. Не в последнюю очередь и самому Фиксману, который на протяжении всех 7 игр, которым он писал сценарий, не говоря уже про
про комикс и изначальные черновики сценария мультфильма, постоянно находил способы выкрутиться из сложных ситуаций и хоть как-то связать между собой события, персонажей и лор во что-то, что не только не развалится при первом же взгляде на это, а даже выйдет достаточно сильным, чтобы многие, включая и меня, посчитали его работы одними из самых эмоционально мощных и тематически интересных во всей серии. Это-то от парня, для которого Tools of Destruction была первым профессиональным проектом и которому регулярно приходилось жонглировать между сценариями к нескольким играм двух абсолютно разных франшиз одновременно и составлять некую библию их вселенных на основе материала, созданного другими людьми до него, и вопреки всем многочисленным сложностям, возникавшим из-за амбиций студии и ее тотального нежелания давать себе хотя бы немного больше запасного времени. Чтобы с таким контекстом в итоге получился настолько хороший результат, я не знаю, каким безумцем это надо быть, и от меня он не заслуживает ничего, кроме огромного уважения. Но даже при всем желании в эпицентре хаоса таких масштабов всего учесть невозможно, как ты ни пытайся. И при всех достоинствах этих игр эпохи PS3, на мой взгляд, более ярких, чем когда-либо, их же косяки также стали куда более явными и временами серьезными, что в итоге привело к тому, что восприятие этих игр уже перестало быть настолько однозначно позитивным, как во времена PS2. В основном, конечно, публика их все равно любит, но с тем более взрослым и серьезным подходом к сюжету, который они применяют, они открывают себя для более жесткой критики, выдержать которую они могут уже не всегда. И рано или поздно все эти сложности разработки, о которых я толдычу уже 5-й выпуск, предыдущий не в счет, ибо Insomniac в нем участие не принимала, должны были достигнуть своего апогея и переполнить чашу. Этим моментом стала A Crack in Time. Игра, из которой было вырезано рекордное количество контента только ради того, чтобы успеть к дедлайну. Игра, которая по сей день меньше всех в серии провела времени в разработке, исключая Quest for Booty, но одновременно с этим и игра, которая стремилась стать Going Commando эпохи PS3 после того, как Tools в процессе переезда на новое железо разделась до скелета. Многие до сих пор носят ее на руках как одну из лучших в серии, но она сама тонко критикует себя же одним из своих собственных главных мотивов. Однако главное это то, как ты примешь шутку. Это может повлиять на твое будущее. Ratchet & Clank Future A Crack in Time в следующем выпуске. Спасибо за просмотр. Так что заварите себе еще чайку, мы еще не закончили на сегодня. А я закончил.